Средняя зарплата в Корее $3000. И получать ее можно не только раз в месяц, а хоть каждый день, даже нелегалу. Но не все так сказочно. Просто парень по локоть отрубило, 2 руки, и все, ампутировали. Одна работа в Корее калечит физически, другая – морально. Вы не давали, извините, как вы говорите, за сисечку подержаться? За сисечку не давала подержаться, потому что у меня не было тогда сисечек. Люди гибнут на производстве за копейки и обязаны кланяться начальству до земли. Вы постоянно кланяетесь, там за это вплоть до увольнения. Если вы мечтаете переехать работать в другую страну, то смотрите наш выпуск про опасную работу в Корее. Кореец без понтов, беспонтовый кореец. Слышали такое? Здравствуйте, Здравствуйте. я Павел. Очень приятно, Руслан. Руслан. Аньонсио. Все правильно. Нормально уже. Не, в Корее на самом деле этот культ очень развит, именно Покланяться, да? уважение, да, обязательно. Допустим, если вы общаетесь со старшими, да, вы постоянно кланяетесь. Уходит, допустим, старший, вы кланяетесь. Допустим, если вы вместе трапезничаете, да, вы все подаете 2 руками, допустим, стакан, тарелку. Вот так вот? Да. То есть нельзя вот так поставить? Это будет неуважение, проявлением неуважения, да. Особенно вот если взять традиционные какие-нибудь компании, да, там за это вплоть до увольнения может быть. Обалдеть. Да, Прикольно. да. А ты здесь сколько живешь? Я 6 лет живу. 6 лет. 6 лет, да, в Корее. И у нас здесь программа посвящена работе в Северной Корее. Мы хотим понять, насколько здесь опасно работать, насколько легко найти здесь работу. Какие у тебя есть истории на этот счет? Вот смотрите, работу на самом деле найти совсем непросто, но опять-таки смотря для кого. Есть люди корёины, вот как я. Это, Корёины? Корёин, да. Это те люди, которые уехали во время войны из Кореи, да, в Среднюю Азию. Сначала в Россию, далее вот Сталин в голодной степи отправил, получается. А есть люди уже местные хангуки, и также есть вигуки, которые просто приезжают. Как еще раз? Вингуки, хаюки? Нет, корёины. Это мы те корейцы, которые уехали. Да. Хангуки это местные корейцы. Хангуки местные. И вигуки это вообще все иностранцы. И вигуки. Да. А пукуки есть? Нет, пукуки нет. Топоки есть блюдо в Корее. Точно, да. топоки. Мы уже ели такое, кстати, Вкусно, топоки. понравилось? Нормально. Здравствуйте, Здравствуйте. я Паша. Мария Глебовна. Я живу в Корее 20 лет. Я приехала в Корею в 2002 году, Ага. в 90-е. Вот. За лучшей жизнью. Да. Вот. И так получилось, что я осталась тут и вот живу до сих пор. Ну, как я знаю, у вас какая-то здесь была необычная работа. Да, обычная. В то время это была обычная. Мы все, не все, многие девочки приезжали в Корею работать в клуб. Танцовщицами, девочками гоу-гоу. Это что такое, извините, это стриптиз, то, что называется? Нет, не могла я тогда в то время стриптиз танцевать, потому что у меня папа был патриот и не позволяло мне воспитание. Хотя надо было. Вот, чтобы потом, когда ты приезжаешь, например, в Россию, да, и тебе не говорили «насосала», так обидно, что ты не насосала. Вот. В общем, это зажигалки в клубах. Подождите, но это голышом. Ну почему голышом? У меня даже есть фотография, специально вам принесла. Так, извините, я начинаю волноваться. Так. Так, это вот... Подождите, тут вы на улице просто гуляете. Да, это вот я только приехала в Корею. Где? А сейчас Подождите. Вот это мой клуб. Это вот видите? Это вот там наряд. Вот здесь девочки, видите, танцуют на стейджах? Ну, там голые они. Нет, в купальниках. мы не голые, мы в купальничках. Таких вот открытых, красивеньких купальничках. Ну, вы мне хотели показать, как вы в купальнике танцуете или что? Ну, конечно, вы же спрашиваете. Вот это вот, да? Это потом. Мы что, в Сеуле с тобой? Да, в Сеуле. При этом мы находимся в ресторане. В русском ресторане. Русско-узбекском. В русско-узбекском ресторане, да. Не может приехать человек в Сеул и не съесть борща, да? Да, верно. Классно. А почему мы здесь? Я не знаю, вы так захотели. Нет, на самом деле я здесь просто работаю. В смысле? Я здесь работаю, да. Ты в этом ресторане работаешь? Да.
Начинала я здесь... Подожди, серьезно? Да, То да. есть мы случайно зашли в ресторан покушать. До съемки ты здесь работаешь? Да, да, А всё верно. кем ты работаешь? Сейчас я контент-мейкер. Снимаю видео, блюда, продвигаю ресторан и Чего? магазин. Так это разводило. Мы что, им рекламу делаем, получается? Ну, получается так. Ни хрена себе! Это ты боссу своему скажешь, что это типа ты намутила контент на свой ресторан, где ты Ну работаешь? да, вы только что его видели, да, босса. Ты как типа social-медиа специалист, да, такой? Ну Типа да. контентик снимаешь в соцсети, выкладываешь? Да, но так далее? на самом деле начиналось все совершенно не так. Не как в сказке. Ну, как сейчас, как в сказке, я, конечно, да, снимаю, там, съемки, классно. Но раньше было совершенно не так. А что, как начиналось все? Ну, именно в этом ресторане все начиналось вот с той кухни, с посуды. Ты То есть- посуду прям мыл? Конечно, да. Вот прям там? Да. Вы что, серьезно, что ли? Не Да, шутите? там, внизу. Не, там, чтобы вы поняли, мы случайно просто зашли покушать. Вот никакой постановки нету. Ты вот прям там. Так классно, смотрите, так подснимем заодно. Да? Кухню? Ну да. Ну, нам нужно, смотрите, как, чтобы ролик был интересный. Нам уже разговор и ролик, Ну, ну, в принципе, картинка. да, наверное, в кухню можно зайти, да. Прикольно. А вы сможете сейчас камеру взять? Пойдемте на кухню? Пойдем. Пойдем. Сейчас мы чуть-чуть там, ну, надо подснять, как человек работал. Работал. Ну, не. Вот там ты прям, да? Смотри. Ну, вот начинала с посуды, Извините, мы мыли к вам чуть-чуть. посуду, как бы. Вот тут прям ты посуду мыла, как приехала в Корею. Ну, конечно, да. Это твоя первая работа в Южной Корее? Это не прям первая, но именно в этом заведении первая. Но вообще не первая эта работа. То есть Были это работы, уже с конечно, опытом. Да, это уже с опытом, да. Классно. Ну, посуда, помогала по блюдам, где-то что-то, но потом я уже стала официанткой. Потом я вот здесь уже была. Да? Она вот тут была? Да, уже была интересная история. Я была официанткой уже. Такое, так понятно. скажем, повышение было. А снимите, чтобы вы знали. Вот смотрите, это вот я наел только что. Я понимаю, что это очень красиво выглядит, барашка, все дела. Так что мы случайно пришли. Ладно. Подожди, так раз ты контент-мейкер, у тебя есть бюджет. Может, ты рекламу у нас купишь тогда на этом выпуске? Нет, не могу, у меня бюджета нет. Не хватит бюджета, да? Я еще не заработала такой бюджет. Друзья, мы любим вам рассказывать о людях с необыкновенными достижениями и результатами в карьере. Сегодня я расскажу вам про еще одного интересного человека. Ее зовут Саша. Саша долгие годы строила карьеру в Сеуле, в Самсунге. Но потом решила, что хочет открыть свой бизнес – ювелирное дело. У ее бренда своя особенность. Все украшения, которые она делает, приложены к стене плача в Иерусалиме на исполнение желаний. Самые популярные дизайны – это кольца и крестики на исполнение желаний. Каждый цвет имеет свое предназначение. Например, белый – успех, красный – счастье. Самое необычное у Александры – икона, освященная в Вифлееме, в месте, где родился Иисус Христос. Саша мечтает сделать людей счастливыми, придать им уверенности, веры в себя и свои силы. Вы можете прикоснуться к волшебной силе стены плача в Иерусалиме с помощью ее украшений. Напишите Саше по ссылке в описании и скажите, что вы от Паши. И она отправит вам в подарок красную иерусалимскую нить и напишет записку с желанием у стены плача в Иерусалиме. Ссылка в описании. На работе, значит, когда я устроился, изначально вот мне тогда сколько, 26-27 было, и получается, я как только пришел, там вот, ну, как обычно сидит, ну, большое количество людей, Ага. и я когда пришел, они такие мне сразу все начали говорить: только не иди работать на пресса. Только... А я вообще даже, ну, не знаю, Пресса не это имею что такое, представления. которые прижимают, да? Да. Ага. Там получается литье, допустим, да, вот листом железа. Да. И в каждом прессе есть форма, которая выбивает Понятно. из этого листа, да. А я даже представления не имею, что за пресса, о чем говорят, да. И получается, я думаю, ну окей, не буду работать, да, я-то вообще не понимаю. А получается, потом мне рассказали историю, приехал тоже молодой парень из Казахстана, кажется, ему было 22 года. Он работал там, получал 2000, ему предложили 3000 на прессах. Он пошел, ну, работать на пресса, а там, получается, такой момент происходит, то, что из-за того, что вот вы нажимаете педаль и двумя руками ложите, ну, сейчас, конечно, это все, ну, упростили, Да, но ну, раньше тогда. было так. Ага. И, соответственно, вот вы, когда это постоянно делаете, у вас просто на автомате, да, вот что-то можете, и вот просто парень по локоть отрубило, 2 руки, 22 года.
и все, ну, ампутировали. Ну, Подожди, что случилось? все, он Он поехал подсунул домой. лист. Он, видимо, вот у него 2 руки по локоть были, получается, уже в прессе. И он, видимо, в этот момент нажал там по запаре, случайно, я не знаю. Да. Был случай, когда, допустим, я не знаю, на прессах тот же самый, ну, завод есть, где очень большие пресса. И там все, допустим, в конце рабочей недели надо чистить остатки, да, разные за прессом. И, получается, человек залез, он был наш русскоязычный кореец. С ним работал филиппинец. Они оба разговаривали плохо на корейском языке, и, получается, он ему говорит, выключи станок, а этот не понял и включил, просто пополам человека. Охренеть. Но его семье, если я не ошибаюсь, дали 200 миллионов. 200 миллионов – это где-то 175 тысяч долларов. Это клуб, это это бар, это обычный Секси-бар, Амина. Секси-бар, да, То есть это просто название секси? Да. Или там есть услуги? Ну нет, конечно, вот представьте, барная стойка, приходит мужчина с нами как бы поговорить, пообщаться, и куда вот вы пойдете там что-то ему сделать? Не знаю. Отдельных комнатков Не там эксперт. нету. Все, я Да. понял. Короче, Давайте дальше в общем- двигаться. Так, значит, вы приехали и пошли работать. Смотрите, какой дизайн тут, птички летят. Да? В общем, я приехала, проходила отбор в клуб, в нормальный, хороший, где мы просто танцуем. То есть я должна была работать просто танцовщицей. Тогда у нас была зарплата 15 тысяч рублей, 2002 год. Я так посчитала, думаю, я так квартиру через 3 месяца куплю. Ого. Приехала в Корею, а здесь все дорого, и на 15 тысяч ты не проживешь. И привезли нас в клуб. Мы должны были танцевать. То есть клуб, ты в купальничке, красивая такая вся, длинноногая, потому что корейцы же тогда не видели русских, и они нас называли в то время, как они, белая лошадь. Это, ну вот Это такая комплимент, извините? ну, я думаю, что да. Но мы по-русски-то не понимаем, например, если вот мы говорим, там, мой котеночек. Да. Вот, они говорят, моя собачка. Моя собачка, хорошенькая. потому что- Собака у нас говорят. Да ты собака. Ну, у нас же не говорят, ты мой кот. Ну Короче, да. в общем, котеночек. Вот. Значит, конечно, корейцы хотели с нами поговорить, выпить. Вот. Я знала английский язык. Между прочим, я учила в школе, и я могла хоть как-то коммуницировать, потому что, ну, мои подружки, например, не могли. Вот. Ну и все. И вот мы, значит, танцуем, там 15-20 минут у тебя дэнс-тайм, ты, ну, зажигалка, зажигаешь людей, там, эгей-гей. А Ну, вот прям танцы какие? Такие вот, так сказать, да прям нет, ну надо как ты вилять? Или умеешь обычные, танцевать? как бы, Какая- обычные? ну да. Всё. Мы не... Просто все же потом некоторые будут думать, что, ну, что это исключительно эротический танц. Я поэтому уточняю, чтобы вот А что, в прояснить. России нету зажигалок, что ли? Я Я вон не сколько знаю. в клубах была, стоят девчонки красивые, Танцуют, симпатичные, танцуют. Ну, конечно, ты на Всё, них смотришь всё. и тоже хочешь танцевать. А мы тут русские, длинные ноги. Отлично. У кого-то даже грудь есть. Так. Вот. Значит, ну и вот посидеть с нами тоже стоило денег. Тогда в то время стоило $20. В смысле, просто поболтать? Ну, конечно. Там, значит, были такие комнаты, там стояли караоке, как это сказать, телевизоры, Ну да, караоке, в общем, да. караоке. Вот, мы садились с ними и говорили, здравствуйте, вот, Как дела? как дела, how do you do, и так далее. Вот, разговаривали, они на нас смотрели вот такими глазами, волосы такие мягкие, такие глаза большие, ну, молодая, ну, 20 лет, ну, блин, что, выпить, закусить, поболтать, ну, весело. Все, и вот так вот мы работали, плясали. Какая первая у тебя работа была в Южной Корее? Рыбный завод. Рыбный завод, да. Что ты там делал? Ну, я приехала, получается, мне помог устроиться на работу агент корейский. Вот он только на корейском, ну, кореец, коренной, получается, и он чуть-чуть понимал на русском языке. За $150, получается, он устроил на работу, и это был рыбный завод. А что ты там делала? Голову отрезала? Вот там, получается, целый цех был, лайнеры, получается. Каждый человек выполнял свою работу, то есть где-то очистка рыбы была, Ну прям ты холодная. что делала? Все делала.
То есть тебя, как иностранца, кидают на самую сложную работу, кидают на, получается, на самую сложную, и ты должен попробовать все. То есть по очереди ты идешь, сначала это делаешь, потом другое, и вот так вот все по кругу. И потом, так как я была иностранкой, молодая, мне было на тот момент 19 лет, то есть я только-только вот приехала впервые, и мне давали самую сложную работу, там надо было эту рыбу, короче, накидывать так на палки, и потом ее так тягать, поднимать, короче, еще и вешать, короче. И потом это уже в цех отправлялось, там сушилось, обрабатывалось дальше. Сколько тебе заплатили за эти 1,5 месяца рыбки? Слушай, вот 19 лет, это сколько? Почти 7 лет назад, да, 6,5 где-то. Мне тогда платили 55 тысяч вон. Это, я не знаю, сейчас, может, ну сколько это? 45 в день? долларов, да. Это в день, да? Ну, да, это условно это в там день, да. $50 Это примерно. где-то часов 9 был, 10 график, плюс предоставляли жилье, как бы питание, ну и, собственно, все. Ужас, конечно. Ужас какой. И сколько ты так проработал? Чуть больше месяца. Где-то месяц и неделька. Ну, недолго продержалась, понятно. Нет, рыба закончилась. Рыба была из России, поставка. В смысле рыба закончилась? Да, российская рыба была. И рыба закончилась, то есть все, поставок не было у начальника, и уже все. Мне сказали, работы нет, до свидания. То есть это какая-то не фабрика, а это какой-то товарищ арендовал вот это помещение? Нет, туда не был привез... постоянно там. Нет, постоянно. То есть постоянно, потом месяц там у сотрудников выходной, например, да, потом опять рыбу завозят, они полгода могут работать там, к примеру. Потом опять какой-то большой выходной, пока рыба, в общем, не приедет. Странный завод, который работает только тогда, когда начальник нашел рыбу. Ну, как бы, это меня как иностранку, как бы они сказали, давай. А свои-то корейцы там остались все. То есть это я как бы иностранка, неофициально трудоустроена, как бы, какая разница? Она тем более еще и язык на тот момент не знала. Ты еще неофициально так работал? А здесь вообще почти все неофициально работают. В смысле? Ну, здесь по Нелегалы, большей части... Нет, как бы, нелегал — это как бы человек, который нелегально находится в Южной Корее, как бы, да, а так работа нелегальная считается. Всё, просто, понятно. да. То есть работа нелегальная, и здесь даже люди с визами, даже студенты, они работают нелегально. Я тоже была студентом, я тоже работала нелегально, это нормально. А сейчас уже нормально, ты трудоустроен. Нет, я не трудоустроена. То есть ты до сих пор поэтому? А ты не боишься, что это потом посмотрит правительство, там, Какое правительство смотрит? Ну, какое-нибудь местное ваше, кто-нибудь, министр, какой-нибудь чиновник Не увидит? посмотрит, но у меня же есть блог Инстаграм, я веду соцсети, я показываю работу в Корее, поэтому я думаю, ничего страшного. Уже я засветилась, где только можно было. Все нормально, да? Да, уже поздно уже о чем-то думать. Понятно. Очень многие наши гонятся за деньгами. Изначально, когда прилетают в Корею, идут работать на стройку. На стройке платят больше. Там, получается, есть обычная ставка, допустим, да, вот заводская или, допустим, по Корее, там, в Щиктанах, я не знаю, там, у педальщиков. А есть на стройке, допустим, минималка, да, вот, допустим, вы заходите, там, 120 за короткий, да, вам платят, там, допустим, за 8 часов рабочих. А есть такие еще люди, промышленные альпинисты, они вот такие здания высотные, получается, красят. Допустим, реставрируют, красят, получается, вот у них старт, если я не ошибаюсь, где-то $130. И вплоть до 200 в день за где-то 6-7 часов работы. Многие идут туда, и было очень много случаев, да, вот, когда, получается, человек, вот, они как, кто быстрее, типа, знаете, кто быстрее закончит, тот молодец, кто последний, тот, типа, вот. Так. И вот парень тоже молодой прилетел с Москвы, не с Москвы, с России. 23 года тоже сорвался с 23-го этажа насмерть просто, да. Ну, альпинисты, там же безопасность Да. должна быть очень А высокая. они вот из-за того, что они быстро это хотят делать, они, получается, все это делают на руках, не фиксируя. И все. И Ну, с полетел присосками парень. какими-то? Нет, просто вот, ну, я как бы точный принцип не знаю, я не работал, но вот как мне объяснили, они страховкой, типа, особо там не пользуются. Типа, все на руках держат, и одной рукой вот у них пульверизатор. Уж какой Да, вот так. суровый вы тут корейцы, Ну, на да? самом деле, здесь в Корее, да, вот, был же случай, когда была пандемия, начало, была загруженность у вот, доставщиков, курьеров, интернет-магазинов, да, допустим. Здесь вот, допустим, как там Озон, да, вот есть такие большие интернет-маркетплейсы. Здесь есть Купанг. Купанг, G-Market, вот. И, соответственно, там люди работали просто сутками, бесперебойно, и им не давали доставки выходные. курьеров, да? Да, ну им, соответственно, платили хорошо, но при этом не давали выходных, так как была Ну большая да, пандемия, загруженность. поэтому спрос на курьеров сильно вырос. Да, все дома сидят. Все пошли курьерами работать, многие, да? Да, И да, чё? да.
И многие умирали на работе. Просто сердце не выдерживало. В смысле? Ну, сердце не выдерживало такой Курьера график. сердце не выдерживало? Ну, вы вот считайте, вы постоянно ездите, у вас большая концентрация на дорогу, внимание идет, устаете. Просто сердце не выдерживало у многих. Также вот есть здесь, допустим, работа на арбузах. Тоже вот платят 200-300, как договоритесь, в день. Ну, это где-то $150-200, да, вот. Ага. И арбузы здесь очень тяжелые. И люди вот просто вот тоже Ну таскают. да, вот я на видел, тут солнце. даже яблоки такие есть большие, вот Да. такие Здесь вот все прям парниковое, крупные. потому что, да, все на Парниковое? пестицидах. Да. На пестициды. То есть Да, это здесь все не Это натурально. лук я видел вот такой огромный. Вы И- даже когда будете кушать, допустим, я не знаю, вы пробовали или нет, вот это все водяное, знаете, как вот ненатуральное. И арбуз вот такой, видимо, да? Арбуз, он может быть маленьким, но может весить 20-ку, да, вот. Да понимаете? ладно? Да, здесь вот очень тяжелые арбузы. Так, и что с ними, значит? Люди тоже вот одному человеку, получается, с машины выгружали и кидали ему, получается. Он принимал на грудь, и все, грудная клетка, я не знаю, там что случилось, человек умер на месте. Просто. Да, вот так. Просто от арбузов, от того, что... Ну, от того, что он постоянно вот принимал, Ему видимо, раз. может, один арбуз ему там, я не знаю, ну да, это же по удар в груди сердце сильно ударил. сильно, да? Я не знаю, вот. И он скончался, все. Охренеть. И был случай, когда, допустим, люди ходят, которые укладывают плитку, и, получается, человек идет, просто это моего знакомого брат был, он с 2 мешками по 20 килограмм цемента идет, а там, получается, когда строят здание, бывает такое, то, что там где-то там трещина, где-то отверстие. И там было отверстие вот где-то 1,5 на 1,5 метра. И просто сверху прикрыли, получается, вот, алюминиевым, да, листом, и сверху насыпало песком, и все. Человек идет, ничего не подозревая, и просто провалился, и 2 ноги сломал себе. Охренеть, Да, потому что всё. под весом собственным еще мешки. И со 2-го этажа здесь плюс это были новые апартаменты, и там высота достаточно приличная, около 3 Хорошо, хоть метров. 1-й этаж, а не 10-й. Не, ну да, на 1 этаж он упал вниз. Ужас И какой. вот, да. И здесь на самом деле таких случаев, ну, очень много. Когда вот люди вот под пресса попадают. Вот был случай еще, когда, забавно, кстати, есть здесь такая работа, называется комса. Комса — это проверка деталей, проверка вот, ну, брак на брак вообще всего. У них обычно отдельные комнаты, и получается у них есть вот жидкость, вот эта кислота, алкоголь, да, которую они чистят, вот протирают какие-то, да, запчасти, детали. Был случай, короче, когда женщина, работая, случайно себе, ну, капнула на руку, и там ожог произошел, ей там выплатили там около 10 миллионов, да, там $8 000, да, примерно. Другая женщина собиралась домой, такая, блин, Надо тоже надо подзаработать. подзаработать. Да, именно подзаработать. А они повесили уже, начальники как бы повесили камеру, потому что ситуация случилась, 8 тысяч деньги не маленькие. Они очень любят считать деньги на самом деле. Корейцы, они вообще не любят тратиться, ну, ни на что лишнее. Повесили камеру. Она хотела брызгать на руку, попала себе на лицо, обожгла лицо, да. Пошла, кричит там, вот, у меня все, лицо, давайте операцию. Да, операцию, все сделали. А здесь как получается как? Вы сначала лечитесь, потом вам там страховая компания там, или еще что-то, да, там завод выплачивает компенсацию и покрывает лечение, когда вы предоставляете им счет полностью, когда вы уже полностью пролечились. И получается, ей показывают кадры, говорит, ты же сама себя специально, говорит, ну что ты от нас хочешь. И все, человек, получается, уехал домой с обожженным лицом, потому что пластика, ну, она дорогая, соответственно, просто без компенсации, без ничего. Ужас какой. А как вообще можно так сделать? Ну, то есть в менталитете, например, славянском, я допускаю, что есть люди, которые могут специально с собой что-то сделать, лишь бы получить компенсацию. Но это скорее исключение. Здесь я так чувствую, что, ну, это распространенная история, что люди как будто бы свое здоровье или себя не так ценят, как деньги. Да, здесь деньги превыше всего. Я же вам говорил, тщеславие вот это. То, что вот было очень много достаточно случаев, вот когда, ну, ради денег люди вот там, допустим, вот у меня есть знакомый, он зарабатывает на стройке 7-8 тысяч долларов. Но он работает, Нехило. он выезжает с 5 утра, объект начинает работать там в 7, и у него, получается, на стройке работа начинается с 7 до 5. Но он работает до 12. Представляете? Он спит в сутки там 3-4 часа максимум. Обалдеть. Обычно 2-3 часа спит. То есть просто на износ люди работают, Да, люди работают на износ, не щадят себя. Ну и зато благодаря этому всему, вот смотрите, видите, сколько как все расстроилось в Корее. Да. Только благодаря трудолюбию, как бы. Иначе никак. Ну, как бы даже считается, знаете, здесь такой есть момент. Вот вы работаете, у вас, по идее, должен быть длинный день. Допустим, длинный день, что это значит? Это, допустим, 8-часовой плюс 2,5 часа переработки.
когда, допустим, в связи с чем-то отменяется переработка, люди такие расстроенные, идут, блин, типа говорят, потому что за переработку платят нам, намного больше. Вы за 2 часа можете получить, заработную плату, как за 4. И люди такие, блин, лучше бы отработал, понимаете, вот. Даже настолько вот это здесь развито, как бы. Кошмар какой. Потому что здесь жизнь, на самом деле, очень дорогая. У местных корейцев очень много взносов. Вот они каждый примерно, вот если, допустим, у них зарплата 5 миллионов, миллион идет на какие-то разные взносы, страховки. Здесь они очень много страхуются. Здесь такая есть страховка, допустим, да, на 300 миллионов. Вы ежемесячно там платите по 600, по 800 тысяч, да, но в случае вашей смерти ваша семья получит по потере кормильца очень большую сумму, там 250 тысяч долларов. Да, И люди такое делают? Да, люди страхуются специально, потому что были случаи, знаете, даже вот мне рассказывала знакомая, вот она идет по улице у себя, сидит дедушка с бабушкой, плачет. Она подходит к ним, спрашивает, а что случилось, да, вот, почему вы там плачете? Они говорят, вот, мой сын женился, мы копили вдвоем всю жизнь, накопили, там они 400 тысяч, 400 миллионов вон, это где-то 350 тысяч долларов. И получается, вот их невестка подговорила ихнего сына, как-то что-то, они ему перекинули деньги и выкинули их на улицу, все. Таких случаев много, на самом деле. В смысле выкинули? Родители выкинули на улицу? Вот они деньги у них перечислили, родители свои деньги им перечислили, они обещали взамен, что они до конца смерти будут с ними жить, ухаживать. Здесь, на самом деле, это больная тема для стариков. Родственников? Да, свою вот отца и маму они на улицу выкинули просто. Представь, что это твой 1 миллион рублей. И если его умножить на 1000, вот столько будет 1 миллиард рублей. А высота этого здания составит 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей – это выручка 4 спикеров моей конференции, которая состоится 20 июня в Крокусе. Как тебе идея? Нам всем вместе собраться на одной площадке. Я туда приглашу 10 миллиардеров, которые сами с нуля построили огромные мультикорпорации. И они расскажут, как они с самых первых шагов формировали свои команды, многотысячные команды, и поделятся своим опытом. Уже моими спикерами будет Михаил Грачев, компания «Грасс», Виктор Кузнецов, компания «Все инструменты», Алексей Васильчук, Чайхана и огромная сеть ресторанов, Пашу, Black Star и многие другие. 10 миллиардеров, 2000 предпринимателей, Крокус, Москва, 20 июня. Если ты хочешь оказаться в этой движухе, то переходи по ссылке в описании в наш чат и присоединяйся. Проведем вместе один из самых лучших твоих дней в 2023 году. А если ты не можешь добраться до Москвы, то участвуй онлайн. Также переходи по ссылке в описании и присоединяйся к нашей движухе. До встречи! Нас перевозили из разных клубов в клуб. Там потанцевали, тут потанцевали. Очень многие мои подружки замуж повыходили за диджеев. Ого. Вот, потому что, они же симпатичные мужчины корейские. Вот. Через какое-то время я своего мужа встретила. О, Вот. там же? Ну, конечно, он пришел такой красивый. Что, правда? Вы за клиента вышли замуж? Ну почему это не считается клиентом? Ну, посетитель. Это гость. За это гость. посетитель, конечно. Ну, например, в баре девушка работает, разливает напитки, познакомилась там с клиентом. Что, тоже все трындец? Не-не-не, интересно, подождите, я спрашиваю, же не выше плохо, интересно. То есть вы вот за Да. гостя, который Да, за пришел вот там гостя. в бар вот Да. этот, да? Где гоу-гоу девушки, вы в частности, да. и он вот так с вами познакомился, Да. вы женились? Да. Ну и мы поженились через какое-то время. Конечно, что, молодой, симпатичный, красивый. А вы, извините, пожалуйста, вы сейчас вместе? Или вы Нет, разошлись? нет, мы разошлись А сколько вы пробыли так вместе? 8 лет. Хороший был кореец, между прочим, отличный. Ну, я дурочка маленько была, молодая, глупая, решила погулять. А, это вы ушли от него? Ну, конечно, что. О, подождите, то есть вы реально... Я прошу... Ча-ча-ча-ча. Некоторые люди не верят, что там в Тиндере можно познакомиться, да? Хотя вот их историй уже много. Но вот я честно говоря, не верил, что можно вот так вот работать девушкой гоу-гоу, зажигать так, как вы говорите, Ну. познакомиться с кем-то, жениться и 8 лет быть вместе. Да, и еще дочку родить. Я еще и сына своего с России привезла. Он очень хорошо к моему сыну принял его как родного, его семья, хотя корейцы вообще никак не воспринимают детей от первых браков. Ну, конечно, ну а что это будет жизнь? Мы уже можем познакомиться. Вот, на речке. Вон идет, например, мужчина симпатичный. Я к нему подойду и скажу: мужчина. Ну, в 20 лет-то не скажу. А сейчас-то... А сейчас что вы можете сказать? Ну, здравствуйте, вы такой симпатичный.
Давайте Ага. познакомимся. И что он ответит на это? Давайте только проверять не будем. А что, давайте, смотрите, как раз идет нормально. Попробуем? Ну нет. Да давайте, что? Он симпатичный? Я просто в корейцах не очень понимаю. Ну нормальный мужчина, но мне 42 года. Че? А ему тоже, мне кажется, не 15. А ему нет, ему лет 55. Корейцы А, очень уже хорошо для вас уже староват, я Нет, понял. для меня само то. Самое то, ну как раз, вот может быть шанс. Ладно. Ой, весело, конечно, с вами. Вот. Так. Дальше, про работу. Работа у меня была разная. Конечно Я же, должен, подождите, прояснить кое-что все-таки. Потому что мы общались еще с одной девушкой, которая тоже, так сказать, попала в эти клубы, но ей это очень не понравилось, потому что она видела, как там мужчины прямо, откровенно говоря, приставали. Ну, То есть они естественно. залазили под одежду, так сказать, Конечно. щупали все органы и так далее. Все может быть, потому что, ну, ты сидишь с мужчиной, он платит деньги. Например, он заплатил там, ну, скажем, там, $100, да, за Да. там 2 часа, Да. тебе заплатили мне там $20, потому что же менеджера, да, съемочная группа, там все, там перелеты, да, ну, вот это Да, вот все, да. деньги-то понятно, что уходит. И, конечно, он сидит вот с тобой разговаривает, а ты пока не по-корейски, например, не по-английски. Ну. Сидишь на него так глазками, луп-луп. Вот, он там раз тебе там что-то, ну давай выпьем. Потом, конечно, он подвыпивает, и, конечно же, он захочет пощупать там ручку, Ручку ножку. это ладно, Вот, извините. ну за сисечку тоже хочет пощупать. И нормально Вот. это. Ну почему нормально? Ну, например, если девушка себе позволяет это Да. сделать, и там, например, ну, может сказать там, ну дай мне денежку и пощупай там, how much you want touch, как говорится. Ага. Вот, то, ну, получая можно. чаевую, ну, конечно, каждый ведет себя так, как он себя ведет. Как А девушка он- могла реально вот прям отстаивать до так границу, типа, меня не трогать вообще? Ну, знаете, сколько раз меня выгоняли? Просто говорили, ну и пошла вон. Подождите. Не даешь за сисечку подержаться, уходи. Вы не давали, извините, как вы говорите, за сисечку подержаться? За сисечку не давала подержаться, потому что у меня не было тогда сисечек. Я была маленькая, худенькая, хорошенькая. Ну хорошо, ну, извините, а за попочку тоже нет? Ну, Или там уже можно чуть-чуть, да? Ну, мышцы ну что-то. что вы так вот тоже вот меня? Ну, не, я- если мне дяденька, дяденька, говорю, если мне парень понравится, вот тебе, ты молодая девочка, Да. 22 года, ты приехала, ну, в чужую там страну, да, по первости я думала, боже мой, эти узкоглазые, куда я еду, что это, боже мой. У меня еще папа патриот, там, Россия, эгегей, Ага. вот. И я уехала вот в абсолютно другую страну. Так. А когда я более-менее с ними познакомилась, ну, они такие же мужчины, мы такие же девочки, и, конечно, То есть я правильно понимаю, что если вам был более приятен мужчина, то вы как больше позволяли ему? Если, это логично Если так-то. менее, то нет. Ну, а еще Не, вы мы же просто девочки, ответьте. мы можем выпить, вот, Ага, и, например, и позволить. Вот в Корее есть клубы, это я точно знаю, Да. где девочки напиваются, Да. вот, и мальчики их могут так, там насиловать. У нас были даже такие случаи в клубе, да. Ого. Расскажу такой случай. Мы приходим в клуб с подружками уже когда я была замужем, все уже. Вот. Обычный клуб. Мы, значит, сели, там заказали себе какой-то там... Что мы там заказали? Там пиво, я Ну не да, знаю, там да. вискарь, Выпивку там какую-то, выпивку, да. там покушать, закусить. Вот, я пошла в туалет. Значит, выхожу с туалета, подбегает ко мне официант, вот прям за руку меня хватает, тащит и такой «Пукин, Пукин, Пукин». А я еще не могу сообразить, ну, А что что такое такое Пукин? Что такое Пукин? Короче, Очень похоже на фамилию одного человека. Ну, продолжайте. вот, Ага. значит, Иван Пупкин. Ну да, Ваня, я про Вася него. Пупкин. Я про Короче, него, да, подбегает да. Вася Пупкин и кричит: Пупкин, Пупкин, пошли куда-нибудь. Я вот с такими глазами, он прям тащит. В клубе, естественно, ну, внизу, значит, сцена, там люди поют. Например, на 2-м этаже такие комнаты стоят, Ага. расположены. Вот, и там... Ну, люди сидят, выпивают. Но, к примеру, пришла компания парней. Ну. Вот. Ну, не будут они ходить, там, знакомиться с какими-то девочками, там, как тебя зовут? Меня зовут Маша, я еще не пьяная, там, не знакомься со мной. Проще же заплатить денежку, например, официанту, вот, и официант, значит, ну, приведет девочку. Да. Они же тоже смотрят, там, кто пьяный, кто симпатичный, симпатичный. Вот так вот я и попала. Это называется пукин, то есть знакомство. Так, вот, так, схватил меня в эту комнату такой, вдрищ. И что? Я стою, смотрю, стоит стол. Там сидят четверо, 5. Ну, Парней. в общем, сидят парни, виски стоит. Он такой, ну, типа, здрасте, я здрасте. Он, ну, садись, типа, рядышком. Ну, я как бы, ну,
а что делать-то надо вообще, где я, что, ну, как бы я же привыкла, что, ну, если ты работаешь, да, вот не с клиентом, с гостем, да, то нужно, ну, правильно себя вести, там, не грубить, там, спасибо, до свидания, извините. Вы знаете, мне не очень нравится, что ваша рука ползет по моей ноге, не могли бы вы ее, пожалуйста, убрать? Тогда я матов не знала, поэтому это я сейчас могу там, ну, Пошел. сматериться. Да, Окей. да, Мгм. конечно. Вот. Так. Ну, в общем, села, вот. Он такой, выпить будешь? Я, ну буду. Ну, выпиваю, и ничего не могу понять, просто, ну, и что мне с ними дальше делать? И все. И так я говорю, а деньги вы мне дадите? Ну, за то, что я вот с вами сижу, ну, продажная такая, вот. А он такой, какие, говорит, деньги? И я, в общем, понимаю, что я вообще куда-то не там. Вот, и все, я такая вышла, пришла к подружкам своим, девочки, говорю, представляете, говорю, меня вот куда-то туда, это что такое? Но потом я навела справки и узнала, что в Корее это нормально. То есть вот так знакомятся люди в клубах. Вот, например, в России, ну вот, если я пришла там в какой-то бар, ну, там парень может на меня там вот так смотреть, потом там, ну, может быть, подойти, да, там, познакомиться. Вот. А в Корее, ну, как-то это проще. Вот. То есть все-таки что такое пукин-то? Пукин, ну, это вот знакомство вот такое вот. Типа, давай познакомимся. Типа, люди хотят знакомиться. Да, ну, девочка может там с ними посидеть, выпить, познакомиться. Может быть, там продолжение банкета у них будет. Ну, все же возможно, когда человек молодой и глупый, и... Что в России как будто такого прям нет? Я просто вообще, я, честно говоря, не до конца понимаю. Вот я четко понимаю, есть вот категория, да, вот есть категория, просто мальчик и девочка, или мужчина и женщина знакомятся в баре. И у них там какой-то есть интерес, не знаю, краткосрочный, долгосрочный, но это такое как бы чисто личное проявление. Вторая часть, это так называемая профессиональная деятельность, когда деньги платят. Ну там есть там проституция, эскорт, стриптиз, еще что-то, да? Вот. А вы рассказываете про какую-то категорию, я ее не до конца понимаю. Она вроде, как вы говорите, Ну, это можно сказать как бы экскорт. Это что-то вот типа вот гейша, да, это вот личная девушка на час. Есть же мужчина на час. Да, но там важно, как я понимаю, в эскорт все-таки это, ну, в отличие от классической проституции, там еще типа погуляли немножко вместе вначале, но Конечно. все равно есть секс в итоге. А Но вы может же и рассказываете... не быть секса. Ну, там, как я понимаю, по статистике того, что мне рассказывают, что там все-таки на 99, что он есть. Ну, во-первых, в клубе нереально, в клубе, в баре пойти заниматься сексом, потому что ты работаешь, к примеру, с 6 до 4. У тебя диско-тайм. Потом ты посидела, вот, за одним столом посидела, за вторым столом посидела, поговорила, поболтала. Ты уже напилась. Какой тебе секс? Куда? Хочется домой спать просто. Короче, прикольно. Я что понял, что у местных вот этих корейцев им не хватает чуть-чуть женского внимания, видимо, да? И, может быть, им не столько дело до интимной связи, сколько вот просто вот это женское внимание. Пообщаться, погладить, вот это прелюдия, назовем Ну, так. им, конечно, им же интересно. Им вот факт вот этой дистанции, Да. они вот за эту часть дистанции платят. То есть это как бы оплачиваемый романтизм. Такой, да, только да, в мужской версии, да? Там дальше уже как пойдет. А дальше как бы можно, да, может нет. Но скорее нет, как я слышу по статистике, или нет. Условно говоря, из... Девушка же разная. Ну, то Не, есть я человек простой, я про статистику. Из всех ваших личных опытов. Был ли все-таки случай, когда за секс вам платили? Ой, это надо вспомнить. Было или не было? Ну, конечно, это я же задумалась, да, сейчас? Не, ну прошу статистику У понять. меня вообще-то дети есть. Я, наверное, думаю, что по-любому я что-нибудь там могла бы сказать. Типа, а что, мы бесплатно, что ли? Ну, хотя, думаю, нет, у меня язык не поворачивался. Ну ладно, я самое главное, что я слышу. Так сказать, в качестве оправдания, да? Что вам все равно вы действовали через собственный интерес. Если было интересно, то да, не чисто ради зря я денег. жалею, надо было деньги брать. У меня подружки... Ну, правда, у меня подружка купила 3 квартиры во Владивостоке. Вот скажите мне... А я дура чисто из интереса, да? А я дура, нет, конечно. Нет, это вообще очень интересно. Я, честно говоря, удивлен. Ну, я считаю, а почему нет? Вот мне сейчас 42 года. Вот было бы у меня 2-3 квартиры, к примеру, в Сеуле, да? Конечно. И что? Ну, насосала я их. Вот, ну и что? Зато у меня там 2-3 квартиры. Ну что, я не права, что ли? Не, ну смотрите, давайте так. Ну и что совесть у меня чиста, свободна. Я ничего в этом Зато у вопросе... меня квартира... Или там сидит какая-то Маша, у которой нет ни квартиры, ни машины. Зато я не сосала.
Нет, ладно, давайте так, зафиксируем просто, чтобы это, как я услышал, по крайней мере, что вы действовали просто из органического интереса. Ну, все мы люди, у всех есть потребности, у всех есть желания, да. и вы собственные желания реализовывали. Ну, мне 22 года, 22-24, там сколько мне было. Ну, конечно, ну что я прям... Хорошо. Прям... На всякий случай, как это, когда есть инвесторский контент, там есть подпись такая, не является инвестиционной рекомендацией. Давайте мы тоже, у нас такая будет подпись, не является личной рекомендацией жизненной стратегии. Ладно? Что это позиция. А то потом нас обвинят, что мы людей склоняем к чему-то. Корейцы, как у нас русских воспринимают девушек? Как хостес. Все, значит, девушка как на хостес приехала. То есть, если русская, значит, она Что значит может... хостес? Хостес — это девушки, которые работают в караоке здесь, Это в что Южной значит? Корее. А ты ничего не слышал, да, об этом? А откуда я Ну, могу как знать? Как в караоке в Корее. Я поэтому приехал спросить, у вас что тут у вас? Ну вот в России, да, получается, агенты сидят, которые трудоустраивают сюда. А здесь, как получается, они приезжают, это караоке, там идут румки, получается, и девушки вот так вот в ряд выстраиваются, корейцы их выбирают, и как бы не скажу, что прям, что хотят там, то и делают с ними, да, но как бы позволено там и раздеваются, и титьки потрогать, и поцеловаться, точнее, параллельно девочки еще бухают, там кто-то курит, то есть, да, и они это все делают с корейцами, как бы их развлекают, Слушай, это получается. проституция, получается? Они там сексом с ними занимаются? Слушай, знаешь, Или- все говорят, что проституции нет, что секса нет, как бы, да. Я как бы сама лично не видела, но есть одна история, которую я тебе тоже сегодня расскажу. Как бы я видела, что там есть вот эти комнаты отзеркаленные, да, где как бы этим делом можно заниматься, но все ли занимаются, я точно не могу сказать, как бы, да. Но то, что я считаю уже поцелуй, прикосновение, как бы это уже, я считаю, ненормально, как бы уже как бы что-то значит. И девушки наши российские, да, не все, как бы не все, безусловно, но я думаю, те девушки, которые так работают, они сейчас это услышат, они это поймут, как бы, да, что репутация у девчонок здесь, у наших русских подпортилась. Не Потому очень, что, да, если они сейчас видят, вот корейцы, да, русскую девчонку, вот, да, мне вот, сколько мы, молодой человек, да, тоже рассказывал, да, какие-то ситуации, что все корейцы, вот он с кем бы с корейцами не работал, все равно говорят, типа, ой, что там, русскую девчонку там можно где-то что-то, вот, ну, как бы вот так вот, типа, да, то есть поиграться там, встретиться и так далее. Вот, ну, не особо. И вот я тогда, когда я вот это услышала, у меня был стресс, я просто плакала, в сторис вышла, как бы, да, и вот кто-то мои близкие из России, да, как бы они мне говорят, Ань, давай, ну, вернись, типа, блин, ну, нет, типа, ну, возвращайся. А мне, говорю, мне неприятно, говорю, вы зачем эту репутацию всю испортили девчонкам, типа. Там есть девушка, из Казахстана, по-моему, тоже девчонки подпортили, насколько я знаю. Узбекистан вроде нет, и как бы этнические корейцы тоже я не наслышана, но вот, как бы, ну, все, в принципе, нации, ну, русские Есть большей по части, чуть-чуть. по большей части, так скажем. Ох, ой-ой-ой-ой. Вообще это интересно, потому что, знаешь, когда я первый раз на эту тему задумался, когда узнал, что, например, в Израиле не очень распространены маникюрные салоны. И, например, многие русские приезжают туда, такие, о, нет маникюрных салонов, надо открыть. А знаешь, почему их там нет? Ну, просто потому что женщины, которые там живут, они такие, да не обязательно, короче, это все. Ага. Ну, типа, они как мужики помылись, все нормально. Ну, не все, конечно, по-разному и так далее. Сейчас там тоже меняется и так далее. Но это есть разница. И я стал задумываться, а как так? А в России же наоборот. Ты куда ни сунешь, там везде маникюрные салоны, значит, 600-700 процедур для женщин. Да. Значит, если женщина не сделала 1300 процедур в месяц, она не женщина. Ну так, я утрирую, но образ есть Ну, такой, это да? у нас, да, вот так. Да, образ русские, такой есть, да. И мне стало интересно, почему. У меня есть на этот счет гипотеза, я поделился, что после Второй мировой войны мужиков стало мало, Ага. а женщин много. Ну, соотношение. Да? Женщин много, мужиков мало. Плюс мужики бухающие, и поэтому соотношение, так сказать, эффективных мужчин на эффективных женщин, оно как бы очень сильно отличается. И поэтому вот женщины славянского круга нужно было очень сильно стараться, чтобы хоть как-то конкурировать в этой среде за последние остатки небухающих, выживших мужиков. Ну, типа того, да. И поэтому начинает как бы развиваться культурный слой, который где-то вытекает там в ухаживание за собой, ну там маникюр и так далее. Это одна сторона, да. И другая сторона, что когда вот, так сказать, постсоветского пространства девушки переезжают в другую страну, они могут быть, ну, ближе, так сказать, к такому контакту. И это, конечно, интересно, как
исторические события в итоге влияют на каждого индивидуума, ну, да, на его поведение, а в итоге и на отношение, в том числе к нации или там, к обществу в других странах. Интересно. И это в том числе, конечно, вопрос о том, как сегодня мы, как любое общество, что-то делаем, да, и в итоге, насколько это потом влияет столетиями на будущее людей. Поэтому кажется, что вроде все не важно, а на самом деле, ну, все имеет последствия. Да. И вот некоторые люди даже смотрят видео, и я все время об этом говорю. Вот комментарии, которые вы пишете, это же тоже влияет. Потому что любой человек напишет комментарий под этим видео, и этот комментарий увидит, ну, может быть, 10 человек, может, сотни, а может, и несколько тысяч, а может, даже сотни тысяч людей прочитают ваш комментарий. Да. И на самом деле, если то, что вы напишете, ну, кажется мелочь, но оно шаг за шагом формирует какую-то реальность, из которой потом мы живем. Поэтому, на самом деле, мы несем с вами большую ответственность за то, что мы делаем, особенно учитывая, что сейчас видео, вот то, что мы делаем, или там соцсети, они дали доступ намного большему аудиторию каждому человеку, да. Если раньше был телевизор, то уровень ответственности наш, он за это очень большой. Поэтому я, хотя там много шучу здесь там и так далее, я очень серьезно задумаюсь над тем, какие смыслы мы несем, транслируем, да, что люди считывают и с каким посылом выходят. Потому что кажется мелочь, но мы сейчас с тобой сидим в Сеуле, и ты рассказываешь мне о том, как здесь относятся к русским девушкам. Да, мелочь, которая казалось бы, повлияла, да, в итоге на кого-то тоже. Конечно. Да. А она в итоге, на тебя лично повлияла, как сюда приехал, тебе там такую работу и не предлагали. Только, то есть, да. А какие-то девушки, и другое решение могли принять на твоем месте. Конечно, и у них траектория жизни пошла. Поэтому, кажется, что все мелочь. Но я считаю, что там каждый комментарий, как бы это не звучало, знаешь, каждый лайк, да, но комментарий, конечно, реально влияет на то, что, содержание, которое мы выкладываем. Окей, интересно, прикольно. Я поэтому люблю путешествовать, смотреть разные страны, потому что это позволяет, создать такую, знаешь, насмотренность другого, да. Потому что когда ты живешь в одном городе или там в одной стране, и не сильно выезжаешь, или тем более не в таком объеме общаешься, как это мне сегодня повезло, то ты просто это не видишь. И поэтому я считаю, что это огромная ценность смотреть наши видео полностью, все от начала до конца, потому что даже если у тебя сегодня там нет времени или нет возможности, да, или столько сил направить на то, чтобы проехаться по всем странам и пообщаться с большим количеством людей, это просто, у тебя ключик такой. Да? Да. Представь, мы приезжаем в страну, сейчас я никогда в жизни не был в Корее, никогда не был в Сеуле, а здесь нас там 30-50 человек ждет, каждый из них подготовился, чтобы с нами пообщаться и рассказывать истории изнутри. Да, это вообще офигеть. Просто у тебя сразу образ мира расширяется невероятным образом. Поэтому подписываемся, ставим лайки и так далее. Хорошо, давай про тебя все-таки. Ты приехал на завод, устроился? Я приехал, да, устроился на завод, работал, получается, и сейчас работаю, занимаюсь машинами. Это что значит машинами занимаешься? Продаем машины на экспорт, допустим, либо здесь на внутреннем рынке, да. Прикольно. На заводе сколько тебе платили? На заводе когда? Здесь каждый год ставки увеличиваются. Ого. Да, каждый год. И, соответственно, инфляция высокая, на самом деле. Вот, допустим, раньше каждый год, если я не ошибаюсь, сколько у нас было? Где-то на $1 плюс к часу. Это достаточно внушительная сумма. За месяц где-то $250 в среднем выходило плюсом. Офигеть. Сейчас, последние 2 года, наверное, уже сократилось, потому что уже многие предприятия закрылись в связи с короной, кризисом, да. Сколько ты приехал, сколько тебе платили? Изначально зарплата была, получается, около 2000. Около $2000. $2000, окей. Да. А сейчас ты, перепродавая машину, сколько получается так зарабатывать? 4-5. 4-5 тысяч баксов, да? Но на Луи Виттончике хватает. Знаете, корейцы между собой говорят, из СНГ, знаете, кореец без понтов, беспонтовый кореец. Слышали такое? Да, нет, я не то, что там, просто я в какой-то момент понял, что, допустим, я покупаю в Nike кроссовки за $200, допустим, да? Они у меня истаптываются за год. И
рациональнее купить вот такую обувь, допустим, за 1000 и не париться, да, как бы, на долгое время. Да, это вот практичность. Чтобы отбить, надо 5 лет, чтобы они не портились. Ну, это уже другой момент, надо еще, да, Все, дожить. согласен, да. Там не проверишь. Вот. И работу, в принципе, я думаю, найти несложно, потому что вот нам, кореянам, дается виза Ага. рабочая, H2, F4. H2, допустим, вы можете на территории Кореи находиться в течение 3 лет, а по F4 можете, ну, пожизненно, по сути, здесь жить, просто продлевать нужно, и все. И также, соответственно, можно легко получить гражданство. Кайф. А ты кем работаешь? Ты так хорошо говоришь, как телеведущий. Я? Ну? Я нет, я работал, получается, на заводе изначально. Первый твоя работа на заводе. Конечно. А чё? Я приехал сюда, получается, я жил 3 года в Москве, работал там официантом, бариста. Дальше планировал менеджером стать там, получается. Ага. И вот. И наступил кризис в 15-м, да, где уже в 14-м началось это все. Курс взлетел, вот я улетел. Мама у меня находилась в Южной Корее и, соответственно, меня позвала сюда, говорит, как бы, ты прилетишь сюда, ничего особо не потеряешь, если что-то не понравится, ну, просто полетишь в Москву. Вот, я приехал, получается, на завод, приехал, точнее, в Корею, вот, пока подавал документы, они готовятся в течение месяца. Ага. У нас здесь, вот, чтобы вы понимали, допустим, здесь найти работу, вот, здесь разные биржи есть труда, да, соответственно, это самушили, вот, аутсорсинги. Ага. И, получается, вы приходите, предлагаете свои услуги, вот, то, что вы хотите работать. Вам говорят, допустим, есть такая работа, ну, предлагают варианты работы и, соответственно, предлагают за нее оплату, какую вы получите. Можно получать, допустим, раз в день, можно получать раз в неделю, раз в месяц, как вы сами договоритесь. Прикольно. Да, также есть здесь такой момент, то, что, допустим, вы работаете месяц, а зарплату получаете в следующем месяце, может быть, даже через месяц, может, 15 числа, да. Потому Это разводило какой-то. Нет, это считается аутом. Это гарантия работодателей в том, что, допустим, если вы пришли на работу и в какой-то момент такие, знаете, ну, блин, не хочу работать, вот нет настроения, да, а у вас аут, и вам, соответственно, могут вычесть штраф из этого остатка. Потому что вам же зарплату выдают не прям вот этим числом, а в определенный день, да. Вот к работе такое здесь странное отношение. То есть, с одной стороны, люди очень много работают. Да, очень много работают. Стараются бабки зарабатывать, выкладываются вот просто до предела биологической способности. Есть такое. Вот то, что я понял, что вот это особенность здесь людей, что как будто бы вот выслужиться, достигнуть, реализоваться выше ценности, чем собственная жизнь. Ну Есть так, такое, да? да? И поэтому вот нам кажется, ну типа, ну вроде то же самое, чего. Ну, во всех странах на заводах людей убивают, да? Ну, всякое бывает. Но здесь, видимо, вот у них есть вот какая-то вот это вот надо прям добить обязательно, прям до конца. Ну, это же Корея, она же за счет этого и поднялась, на самом деле, за счет да? трудолюбия. Конечно, здесь же индустриальная страна. И здесь очень много, допустим, вообще компания, ну, Корея же за счет Samsung и компании LG, у них очень много предприятий разных, там, судостроение, косметика, да, техника, очень много разных направлений. И получается такой момент, то, что, допустим, здесь вы приходите, здесь очень большая конкуренция на работе. Да. Чтобы, вот, допустим, мне рассказывали, как в Samsung там на одно место 20 человек, вот просто набор идет. Да ладно. Да. Там, ну, потому что там, допустим, по истечению 3 лет можно зарабатывать 5000, допустим, долларов, да? Это, в принципе, И для все Кореи... мечтают, то есть работать в Samsung это прям максимум круто, да? Не то, что даже в Samsung, они как бы, знаете, вот я не знаю, как люди вообще в принципе тщеславные, да, вот, а корейцы, ну, в этом плане азиаты вообще, в принципе, они очень такие, да, вот, любят на показ что-то, вот. И... Должность красивая, быть Конечно. начальником, да? И из-за этого они, допустим, вот на работе, допустим, да, вот вы плохо работаете, он раз пойдет вас сдаст начальнику. Просто, вот, знаете, чтобы вас как бы оставить на своем месте, а он, чтобы повысился, и в глазах начальника он будет вызывать больше доверия. Вот, потом корейцы, допустим, да, они, ну, редко уходят в отпуска вообще, да, потому что вот здесь еще такая система, вот, как в Америке, да, получается, кредитная. И, соответственно, вот здесь в основном большинство, наверное, 90% корейцев местных живут в кредит, ну, в ипотеку, скажем так, в ипотеку, в кредитах. У них машины в кредите, в лизинге, квартиры там, а у них, допустим, взять чонсе, есть такое, вы знаете понятие чонсе? Нет. Чонсе есть, получается, аренда обычная. Квартира, когда вы даете залог, вот, допустим, вы даете залог,
10% от стоимости квартиры. Ага. И ежемесячную оплату вам, сам арендодатель, да, назначает. Так. А есть такой момент, допустим, квартира стоит там 300 миллионов, это, где-то 260, там, 270 тысяч долларов. Мгм. Вам арендодатель говорит, вы можете, допустим, дать 80%-70% от этой суммы Так. и не платить квартплату. А, Он эти деньги, допустим, многие люди как делают? Покупают квартиры, Да. получают обратно свои 80% и тратят там на бизнес, допустим. Открывают бизнес, развивают, инвестируют. Подожди, У не них- понял. Еще раз. Вот у меня есть квартира, ты мне даешь 80%. И дальше что? Давайте наоборот. Вот у меня есть квартира, допустим, да, вы мне так просто понятнее Ну, я будет. понял, понял. Да, вы мне даете, допустим, 80%, Так. я что делаю? Вот смотрите, у меня есть квартира на мне. 80% это как депозит. Да? Они у тебя теперь Да, лежат? но вы не платите за квартплату. Вот вы дали мне деньги окей. и не платите за квартплату 2 года. Вот минимальный договор на 2 года идет. Так, а потом я могу деньги обратно Через 2 попросить. года я вам возвращаю. Но А, у меня у есть тебя запас эти- 2 года. Я и в течение этих 2 лет могу использовать ваши деньги бесплатно. Допустим, да, я не как знаю. банк такой, да, Да, по сути, да, как депозит. беспроцентный. Слушай, прикольно условия. Это бизнес на самом деле. В общем, насчет корейцев расскажу, как они, их вот менталитет по отношению к семье. Да. Вот. Работаю, значит, в баре одна. Это вот такой бар, там 3 стола, значит, и ко мне приходят гости, мы с ними разговариваем, общаемся, там играем всякие игры, я постоянно набуханная домой прихожу, так интересно. Просыпаешься, дети, садик, в общем, обычная мать. Я же мать такая. И вот, значит, сидит мужчина такой симпатичный, показывает мне фотографии жены. Смотри, это моя жена, там, это моя Люся, это мои дети. Я такая, молодец, хорошая жена. Ну, мы общаемся. В Корее это нормально, когда твой мужчина приходит и общается в баре с другими женщинами. Да, это нормально. И женщины не ревнуют? Нет, мы же общаемся просто. Ну вот пришел мужик один, вот вы приходите в бар, вот я пришел один попить пиво там. Ну неинтересно же. А когда вот... Вынужденная вставочка. Татьяна, моя жена. Понимаешь, как тебе повезло с мужем? Русские такого не понимают. Вот именно. Люблю Русские- тебя, Танюш. Продолжай. А это типа Лайсан, я люблю тебя. Как Паша, папа. да, квачишь-то, да. Собаки, я люблю вас. Неизвестно, кто раньше начал, я или он. Ну, короче. Да. Вот, и он, значит, показывает, смотри, фотография моей жены, я ее так люблю. Блин, я вот прям плачу. Это У меня, наверное, все глаза размазались. Нет, все отлично. Все отлично у вас. Все супер. Врете, наверное. Нет. Ну, в общем, и, значит, показывают фотографии жены. Смотри, какие у меня дети, посмотри, какая у меня жена. Я ее так люблю. А я люблю мужчин, которые любят своих жен, которые не шарахаются вот так вот по нам, бывшим. Вот. То есть, как-то это... Ну, пусть он как бы там поразговаривает, а вдруг он в нее влюбится, захочет чики-пукнуть, например. Вот, а если она такая красивая, симпатичная, как бы... Вот, не хотелось бы мне тоже, конечно, чтобы мой мужчина вот так вот шарахался. Ну, честно, ну, конечно, ну... Не очень. Конечно, конечно. Так, и чего дальше Ну с и ним? вот, и он, значит, мы посидели, поболтали, выпили, и он мне такой, слушай, ты такая симпатичная, она такая красивая, у тебя, говорит, есть подружка? Я, говорит, так люблю чики-пукаться, вот прям... Я ему говорю, в смысле? У тебя же и жена есть. Он на меня смотрит, вот такие глаза делает. Как я могу? А, ты чё? Как я могу? Ебать, мать своих детей. А я говорю, а в смысле? Вот, это вот... Извините, эту а дети... статистику... Я просто на всякий случай. У нас друг будет тот смотреть, то еще не знает. Но как дети без этого не появляются. Ну так все, это... А второй ребенок как появился? Ну так вы сделали детей, и все, и спите в разных комнатах. Какие проблемы? Это реально у корейцев так? Или это конкретно... Да, это реально вот по статистике у большинства корейцев так, да. У них, это сейчас, наверное, молодежь уже как-то по любви женится, а тогда они создавали ячейку общества. Тогда вот секс для них не был вот как для нас. Мы... Не про удовольствие, да? Да. Ну, так, Так, продолжаем. ну и все. Я ему говорю, в смысле, у тебя же жена, ты же мне только что показывал, как ты любишь своих детей. Я же сижу, думаю, наконец-то, хоть один мужик нормальный. Вот, Пришел в стриптиз-бар? Да. Как Нет, бы... нет, в обычный бар. Обычный бар. Стриптиз, у меня танцевали подружки. Ага. Танцевали. Красиво танцевали, грудь такая, там все. А корейцы, они маленького роста, такие... миниатюрные. А наша девчонка была, там, ей, наверное, лет 18 была, высокая, грудь вот такая, под энигму танцует, топа. И вот она, у нее, значит, такая летучая мышь. Юлька, привет. Вот. Все равно никто не знает. Короче, летучая мышь. И вот русский костюм, и она вот так вот убирает, значит, вот эту вот грудь большая, такая красивая. И она вот такая подходит, значит, к мужчинам, там, типа, дай чаевые.
Они смотрят на нее и боятся. Они вот прям, ну, кто-то там, она попкой там вот так вот. Он пытается, ну, она говорит, дай типа, ну, денег там, да, там, ну, потрогай там, да, положи ручку. А у него ручка, попка вот такая, ручка, блин, вот такая маленькая. Блин, короче, не по канале наши русские девчонки в клубах, потому что они как-то вот, для них стриптиз — это прикол. Вот, жалко, что я, наверное, не найду эти видосы. У меня есть, я снимала. Она просто вот в такой юбочке танцует, там что-то там и у Кореи не принято бриться. Ладно, раз пошла такая пьянка, расскажу. Что? Да, ну да. Они говорят, а зачем там брить? То есть у них там нормально, там пушисто все. Ну да. А что вы рассказать хотели? Ну и все, и вот она танцует, значит, и такая трусики типа снимает, вот так вот раз убирает, а там лес. То есть и они хлопают, им прикольно, они дают денежки, им так интересно, весело, смешно и прикольно. О, хорошо. Давайте все-таки вот про мужчину, который сказал про свою жену. То есть здесь реально распространена история, что они поженились, ну, и в прошлом особенно детей сделали, но у них нет там любви друг к другу. Нет, у них есть уважение. Уважение. Конечно. Это семья, они уже больше, чем любовники, они друзья. Вот, к примеру, ну, отец моей дочери. Да. Мне 24 года, 25. Да. Вот. Я ему как бы, ну, типа, давай. Вот. А он такой, я не хочу, вот я лучше обниму тебя, там, полежу и все. Ну, да, то есть они вот не помешаны как-то, вот как мы. Мы же там читали всякие там спид-инфо, там, эротические фильмы, а да? у них вот нет, как-то. Да, у им них подрадить, погладить, потрогать и нормально. И уже все. жену. Ну, потому что, а что там каждый день? Но уходят они в клубы. Да. Какие у них есть клубы? Я в таких не была, я слышала, знаю. Короче, вот такая яма, стол, сидят мужики, ну, как бы мужчины, опускают туда ноги, ну, вот как, вот, да? И вот так вот стол. Да. Без трусов мужчины сидят, а там под столом, вот в этой вот яме, там девочки. И делают тебе обед, завтрак, обед и ужин. В смысле, еду готовят? Или что? Ну, конечно, еду готовят, потом меняются, другой приготовила. И Под столом мужчинам еду готовят, ну, конечно. А смысл делать это коллективно в чем игра, я не понял? Ну, мужикам это интересно, видать. Типа сидят в карты играют, а снизу там девушки что-то. Да, а там внизу девушки. Это клубы здесь такие? Да. В Корее очень много вот таких вот всяких извращенских клубов. Они такие вроде, ну как это, вроде... Ну, каждый же человек хочет воплотить свою какую-то фантазию, да? Вот, и куда он пойдет? Вот он и идет туда. Итак, наши разговоры про работу в Сеуле немножечко скатились не только в эту тему, хорошо. А дальше кем вы работали здесь? Я работала очень долго в барах, просто в обычных барах. Потом я работала, ну, машинами занималась, там в Россию машины отправляла бэушные. Перепродавали там. Да. Потом я работала какое-то время переводчиком в раковой клинике. Вот. До сих пор я дружу с этими людьми. Вот русские люди приезжали, и ну, это, конечно, очень тяжелая работа, переводить, там, говорить, да, что лечение там невозможно или возможно, как бы. Вот. Сейчас, что я делаю сейчас? Я по совместительству уже практически не мать, такой у меня дети выросли, сыну 23, дочери 17, мне стало скучно, я завела собак своих, привезла с России 5 русских тоев, вот, и... Что делаете? Собачек разводите? Ну вот у меня родились 2 щенков, дети мои, да, хорошенькие. Ну, конечно, я вложила в одну собаку, я не знаю, там $6 тысяч, а буду продавать по 1000. Вот. Ну, для меня вот важно именно родить хороших собачек, чтобы люди их любили, чтобы они были красивые, чтобы там люди в магазинах не покупали. В общем, это вообще отдельная тема, я могу на это долго разговаривать, не люблю это. Я сейчас для зрителей хочу внимание обратить. В общем, мы приезжаем, и у нас так органически всегда получается. Вот что с нами происходит, мы про то и рассказываем. И потом люди иногда говорят, что-то у вас темы какие-то такие-сякие, там то раскрыли, то... Но каким-то образом мы приехали в Корею, и все вокруг нам говорится про
секс, про извращение, про эскорт, про вот эту тему. То есть мы с каким человеком не встретимся, очень часто нам говорят об этом. Другая тема, нам говорят про суицид, про то, что там здесь все прыгают и так далее. Другая тема... Свекровь у меня повесилась. Вот отца моей дочери, да. Извините, пожалуйста. Плохо смеяться над этим, но мне смешно просто от я тоже считаю, что Сюры. это глупо. Я тоже считаю, что это глупо. Просто вот у нее корейцы, они такие восприимчивые, вот у них вот там, я с тобой расстался, ты со мной рассталась, все, жизнь. Ну, мы разные люди. Вот я, например... Извините, за чего она повесилась-то? Потому что... А вот спроси ее, из-за чего она повесилась. Она писала там, что я хочу умереть, затянула себе веревку в ванной, вот, и, видать, она уснула, и все. В принципе, жила-то она нормально, как бы... Это я все к чему хотел сказать, извините, чтобы зафиксировали зрители, да? Что темы, которые не всплывают, это органически. И я рекомендую тех, кто смотрит наши видео, скорее внимательно слушать людей, потому что это позволяет нам лучше понять людей из других стран, из других культурных слоев. И, во-первых, это может лучше понять себя, да? Во-вторых, все-таки каждый из нас будет развиваться, эволюционировать, строить какую-то свою карьеру, компанию, еще что-то. И полезно понимать, как мыслят люди из других стран. Просто для того, чтобы, масштабнее принимать какие-то решения, лучше понимать, какие бывают люди, какие бывают стратегии и так далее. Здесь почему-то вот эти темы всплывают: секс, суицид и переработки. Что все здесь прям это... А что вы хотите тогда? Вот, живет человек, радуется жизни. Какой суицид? Никогда в жизни он не увидит суицида. А когда вот ты сидишь, вот, у меня работа стрёмная, там жена проститутка, у меня там... Все, вот тебе и суицид. Надо радоваться жизни, господи. Собаки Согласен. у меня какие хорошие. Согласен. Сколько работ я здесь перепробовала в Южной Корее, в России я никогда так не работала вообще. На каких-то подобных работах в России у меня было медицинское образование, все, я потом работала медицинской сестрой, там хотела идти дальше. То есть у меня здесь вот такие глаза. Тут я еще на хостес решила, думаю, мне вообще, я и хостес, я думаю, вообще рядом не стоят, короче. А что такое хостес еще, чтобы... Хостес, вообще, смотри, как бы даже в России, да, хостес — это девушка, которая встречает гостей. В ресторане, который говорит: здравствуйте, проходите. Да. Какой стол? На троих, на четверых вот это. Да. А здесь хостес. И многие девушки из России, они думают, что они едут именно на такую работу здесь. Ну, а здесь, по сути, ты приехал хостес, ты как бы развлекаешь гостей, как бы, и вот всеми способами, которые я уже говорила, как бы. Так. Ты даже там с ними пить, да, там мне говорят, будешь сливать, короче. Ну, я, в общем, с агентом этим общалась еще в России, получается. Но я все-таки не поехала, да, я поехала на свой заводик спокойненько как бы работать, безопасно где. И потом, получается, я все-таки решила списаться с агентом, как бы списалась. Я говорю, там, можно там 2-3 недельки мне типа поработать, сколько я примерно получу за это. Мне сказали где-то примерно 70-80 тысяч рублей за 2-3 недели, короче. А там, если гостей больше, а если гостей больше, значит, денег тоже больше, то, тогда, короче, еще больше ты сможешь увезти. Я, короче, согласилась. Я согласилась, и мне говорят, типа, вот еще одна девушка тоже, она прилетела с России, но она, говорит, вообще в Корее ничего не знает. Типа, вот ты можешь, типа, ты раз там чуть-чуть уже что-то знаешь, ты встреть, пожалуйста, ее в аэропорту. Я поехала, встретила девушку в аэропорту. Девушка приличная. У девушки есть молодой человек. Вообще, то есть все классно, спокойно. Не похожа на какую-то из таких, так скажем, да, из подрабатывающих. Да. То есть, что нету такого, чтобы она прям это хотела там что-то делать. То есть молодой человек есть. Он ее отпустил. Он, по-моему, на тот момент сам был в другой стране на заработках. И она говорит, я тоже съезжу куда-нибудь. И она вот приехала в Южную Корею в первый раз. Мы с ней встретились, хихихаха. И я говорю, слушай, ну ты понимаешь же то, что не может же здесь быть прям все так чисто. Она такая, да нет, мне там все сказали, все классно, все круто, короче. Подъехал Старекс, по-моему. Там еще какие-то девчонки, короче, уже тоже их посадили уже. Были, получается, этнические корейцы. Они разговаривали, на русском разговаривали. Водитель один был этнический кореец. Вот. И что дальше? И, короче, мы, получается, едем. Девчонки, и было сразу видно, половина из них готовы. И вот как бы мы вот две, там, может, еще одна была вообще на такой не готова. Привезли нас, короче, в другой город совершенно, в какой-то там непонятный, на берегу моря, что ли, он тоже был. И в этот город, получается, мы зашли, и там было, вот знаешь, как игра GTA вот. Да. Там вот примерно так же заходишь,
начальник этот сидит, такой, сигары, там вот это все, какие-то стены расписные, все так выглядело ужасно. Короче, этот агент, там что-то они вместе общались, короче, потом нас на подразделение увезли в квартиру, апартаменты. Получается, 2 квартирки было так рядом. Ну, и нас с вот этой девочкой, с моей, я ее буду называть моя, потому что я ее как бы, ну, мы вместе, да? Мы как бы вместе заходим в эту квартиру. Я просто понимаю по виду квартиры, что не могут нормальные, приличные девчонки так жить. Вроде апартаменты чистенькие, хорошенькие, но там было грязно, там было неуютно, некомфортно, никакого уюта вообще не было. То есть сразу видно, что девочкам нет времени заниматься, в принципе, какими-то домашними делами. Мы приехали, это была ночь, конечно же, девочек никого не было дома. Потом они где-то с 6 до 7 утра они начали подъезжать. Ну, в каком виде я их увидела, в каком они заходят, да, они заходят, то есть как такие оборванки, полураздетые, макияж вот так вот, какие-то там, ну, пьяные, конечно же, обкуренные. Но я такая говорю, а я такая еще молодая, острая на язык. Я говорю, ой, девчонки, привет, говорю, а что же у вас самое легкое-то в вашей работе, говорю? А что самое легкое? Да раздеваться. Типа догола, там, прикрываться подушками, типа, ну, там, ну, можно, да, поцеловаться, там, да, вот, ну, там, помацают, потрогают, короче. Как бы вот в игры играть, ну, и пить, соответственно. Я вот так вот сидела, и это моя девчонка, которая, в принципе, приехала, как бы думала, что все более-менее спокойно, но она тоже, ну, не ожидала, человек не хотел так работать. И все, получается, так, сейчас, минуту. Получается, мы весь день ждали, когда же наступит момент, чтобы мы решили все-таки сходить, хотя я там на сообщениях там с мамой, сестрой, там мы общаемся, да, и как бы они говорят, давай домой, все, типа, нет. Я говорю, подождите, я проверю. Почему мне хотелось проверить, и я ничего не пугалась, потому что я была там просто как бы, я была проездом. Я была человек, который ни от кого не зависит. Мне никто не покупал билет. А этой девушке купили билет, там какой-то контракт она подписала, как бы. Ей как бы чуть было опасненько, ей сказали, деньги можешь с собой не брать. У нее, по сути, денег вообще с собой не было. То есть человек даже не захочет работать. Она, а куда мне в Южной Корее? Куда мне идти? Куда мне податься? Как мне отсюда выбраться? То есть она не сможет. Короче, я говорю, подожди, ладно, давай, дождались. Короче, к вечеру нужно как бы нарядиться, да, и как бы сесть в машину в этот Старекс, да, со всеми девчонками и поехать. Там, конечно, я разные... Старекс — это как автобус такой, да? Ну да, такой, да, там на 9 человек буквально где-то, да. И, получается, мы собирались, я смотрю, там девчонки, ну, кто-то, знаешь, истории девочки такие рассказывали, как бы, не знаю, нужно это или нет, как бы, ну, расскажу, что как бы было видно, что какие-то, ну, есть у девчонок психологические травмы, почему они здесь работают, у кого-то там муж бросил с ребенком, знаешь, с России, там, кто-то там в кредитах, в долгах, там, я не знаю, да, у кого-то детство было не очень, да, плохое, там, она видела, там, например, что там мама, что отец с мамой вытворял, там, и так далее, как бы вот какие-то такие моменты мне девочки рассказали, как бы я тогда уже поняла, что, ну, как бы нет хорошей жизни, они тоже как бы здесь. Как бы все начали собираться, и, знаешь, они наряжаться, да, начали, ну, наряжаться, я говорю всегда в кавычках, потому что они, по сути, как начали... все себя фуфырят, ну, не красавицы, типа, да. Ну, короче, ладно. Моя эта девушка нарядилась, с которой мы были вместе. Я, знаешь, не стала наряжаться, у меня был страх, я была на тот момент прям блондинкой, прям полной-полной, прям, и так на меня прям смотрели, что и так блондинка, что нет темного волоса. Я не стала краситься, я одела очки для зрения, у меня там, короче, были, я одела платье вот такое длинное, одела тапочки, знаешь, максимально, чтобы вообще не привлекать внимания. А не наоборот, экзотика? Нет, короче, этот Сазан меня начальник когда увидел, так, дело не пойдет, так, завтра мы едем тебе линзы покупать, очки. Так, тебе надо было вообще накрасить платье, тебе надо покороче купить, каблуки взять, короче, там вот это все. Я, ага, как бы, ну, слушаю, как бы все, в машину села, уехали. Машина подъезжает, мы выходим, и сразу с одной стороны клуб, с другой стороны клуб, и прямо тоже был клуб, получается, 3 разных клуба, а девочки едут как будто на серьезную работу. Все такие серьезные в машинах сидят прям. Я там одна что-то какие-то шутки там пестрила, но как бы не суть. Ну и мы, получается, приехали в вот эти клубы, подразделения, и девчонки, другие тоже там, с другой машины, короче, я не знаю, что, 15, наверное, 16 девочек. И они, короче, начали, ой, хоть бы меня не в жесткий клуб. Кто-то там, а мне вот это пойдет, короче, не жесткий клуб. Короче, оказывается, вот раз клуб 2, и был 3-й клуб, он назывался Вульф, по-моему, тогда. И вот этот 3-й клуб, он, короче, был самый жесткий. Я не знаю, с чем это связано, но потом я примерно поняла. Жесткий? Вот сейчас я расскажу, да, почему жесткий. Короче, нас с этой девочкой в самый жесткий клуб, короче, отправили. Типа, мол, идите туда. Ну, заходишь, там как это все выглядит? Ну, караочка, здесь, получается, румки, эти комнаты, получается, 1, 2, 3, 4 где-то было, или 5, не помню уже. Столы, как бы, ну, вот так вот столы стоят.
И вы, получается, с девчонками так вот садитесь, там можно курить, там можно сразу пить, там можно что-то покушать. Там, не знаю, если ты студент, и студенты тоже так некоторые работают, ты там можешь домашку, наверное, делать, пока гостей еще нету, да? Там кто-то в телефоне залипает. Короче, можно всеми делами там заниматься этими. Ну, я смотрела, как там девчонки общаются, как вообще, что там происходит. Короче, так просидели мы 2-3 часа, наверное, просто так. И потом пришли первые гости. А когда еще 2-3 часа мы сидели, я девчонке так говорю, вот, может, на окладе так просидим просто так, говорю. Ну, что, по ночам посидели, деньги заработали. Как бы, ну, конечно же, мы не знали, что будет дальше. Приходят первые гости. И когда гости пришли, там 2 или 3, по-моему, корейца было, и все выстраиваются в ряд так. То есть ты тоже встаешь. Девочки. Да, нас выбирать, choice называется, да, надо выбрать. То есть корейцы выбирают, кто кому приглянулся. И вот когда я встала первый раз, вот, по-моему, меня в первый раз и выбрали. И когда на меня показали, я просто стояла, как будто я провалилась в землю. И кореец, он сказал, говорит, вот это и вот это, они неопытные. Первый раз пришли. Они, типа, не смогут там ничего, типа, потом мы их научим, можно брать, короче. Вот так сказали. А там еще девчонки были, которые корейский хорошо знают уже. Они, как бы, конечно, переводили, подсказывали все равно какие-то моменты. И он, получается... эти корейцы выбирают других девок, и одна была такая пухляшка с такими титьками, такая толстушка. И вот она прям, я помню вот этот момент, она прям к нему садится рядом, и он ёб сразу и в титьки там начал наяривать. Я, конечно, сматерилась, я говорю, это что такое? Я говорю, ты, говорю, что делаешь? Она говорит, я вообще-то деньги зарабатываю. Вот так, то есть, ну, такое вот отношение, как бы, говорит, все, это ее заработок. И, как бы, конечно, дальше комнатка, румка это закрывается, а дальше уже все происходит, то, что, как бы, происходит, да, пьют, развлекаются, поют песни обязательно. Я все не могу понять, это проституция? То есть они... И вот, слушай, почему жесткий теперь, слушай? Вот эти вот румки были, а потом я в туалет-то пошла там прогуляться, значит, и комната там была вот эта вот зеркальная, где для секса. То есть, в принципе, там... Ну, если она там есть, значит, как бы, кто не против, то, пожалуйста, проходите, да. Но я сама этого, конечно, не видела, не знаю, как бы, занимаются или нет, но вот почему оказался клуб жестким. И вот, в общем, на протяжении всей этой, так, не ночи, так скажем, там, я не знаю, до 2 или до 3 мы дотерпели. Мы смотрели на это все, как выбирают, нас не выбирали, потому что говорили, что все, мы, короче, нас учиться. И мы сидим, я, вот эта девочка, и еще одна девчонка с нами осталась, и начальник этот решил позвать корейцев, своих друзей, которые нас якобы научат. Вот я вот так вот сидела, как я в стул вот это вцепилась, я просто не встала, это я говорю, не вставай. Та девчонка, пойдемте, девчонки, я вас научу, пойдемте, девчонки, я вас научу. Я думаю, боже, девочки, вы тут все какие-то психически нездоровые. Я говорю, какой научишь вообще? И я еще, понимаешь, корейский плохо знала. Я говорю, нет, все, нет, мы никуда, говорю, не пойдем. И начал, конечно же, хозяин возмущаться. Как же так, вы не пойдете, а что такое, а почему? Это как бы и страшно, и неприятно. Короче, дошло до того, что нам пригласили девушку, которая хорошо корейский знает, она была как переводчиком. На меня махнули рукой сразу, потому что я была просто проходимицей, мне не оплатили билет. Мне же ничего не сделали, я же сама, да, просто вот... Повлиять тяжело, да. Да, то есть я как бы все, сказала нет, они на меня, ай, да и ладно, типа. А тут загнали в комнату, и там начали обрабатывать, и говорить ей, мы тебя научим, все будет хорошо, все будет нормально, мы там тебя на следующий день в другой клуб давай отправим. Этот жесткий. И все еще так они любят говорить о том, что это не клуб такой и не корейцы такие, это вот девушка, если она блядь, значит она блядь. Вот так, типа, если она себе это позволяет делать, то она себе позволяет. Но корейцы автоматически, они видят, если эти девушки позволяют делать другим, да, своим друзьям, он видит, у него сидит девушка, которая ничего не позволяет, ему это неинтересно, он ее меняет, она не получает деньги. То есть какой там заработок? Конечно, даже никакого заработка не будет, и приходится девчонкам на это, соответственно, идти. Ужас, конечно. Короче, добились того, что я уже вошла в дверь, я говорю, нет, давайте, говорю, все, нас домой везите, и через несколько дней мы покинули Южную Корею. Вот так вот. Сбежали в Южную Корею. Да. Почему ты вернулась тогда? Слушай, ну, знаешь, вот, например, как бы, если там для кого-то это может быть трагедия, я такая думаю, ну ладно, ну произошло, да и ладно. Но это же не значит, что все люди плохие, как бы, и
Хотелось чего-то большего, хотелось изменить свою жизнь, слушай, вот из-за этого, наверное, я прям рвалась, и не могла я заработать столько денег в России на тот момент, и мозгов там, мозги так не работали, как они работают сейчас, к примеру, да. И вот поэтому я как бы возвращалась снова и снова. То есть ты много у тебя таких залетов было сюда? В течение 3 лет, да, в течение 3 лет я вот сколько в полгода можно, вот 2 + 1 летать, 2 месяца плюс 1, вот я летала сколько могла, то есть. Максимум. Ну, не прям максимум, где-то пропускала, конечно, но все равно, да, как бы. Потому что я, знаешь, как пыталась? Я же пыталась еще, чтобы у меня не было увольнения на работе, где я в России, чтобы мне отпуска вот эти давали, понимаешь? Я же еще договаривалась, чтобы мне эти давали отпуска. Я медицинская сестра, как бы, все, да, и как бы меня То есть во время перекрывали. отпусков сюда приезжал? Да, то есть я просила, говорю, пожалуйста, дайте там на 2 месяца, как бы все, и меня вот отпускали. Но последний раз, когда я уже увольнялась, но я еще не поступила в университет, я не увольнялась, я отпрашивалась в последний раз, тоже через 3 года. И когда я сказала, что я еще в университет не хотела поступать, я просто приехать также хотела на 2 месяца, я когда уже подошла, сказала, мне сказали, мы больше так не можем, типа, блин, уже и так столько лет, типа, нет, типа, уже все увольнение. Я такая, окей, увольнение, и потом я поступила в университет корейский, вот. И тогда ты уже на постоянку сюда остался? Да, потом я уже вот, да, почти 3,5 года назад, около 4 лет уже прошло, как я приехала на постоянку, да, как студентка. Вот смотри, ты говорил, что если азиат не понтуется, то он беспонтовый азиат, да? Ну, типа, да, Вот, есть такое понятие. и дальше я так понимаю, что люди специально очень много работают и трудятся, в том числе, чтобы иметь возможность понтоваться. Есть такое, да. То есть, чтобы подкреплять, да, свой, вот я стал начальником в Samsung. И это прям максимально А вы даже круто. знаете, да, вот я вас перебью, вы даже, вот, допустим, когда здесь знакомитесь с людьми, он сразу, ну, вот вы там представляетесь, там примерно что-то, и вам примерно, допустим, люди друг другу сразу говорят, допустим, вот, ну, я занимаюсь вот этим, я занимаюсь вот, ну, сразу, да, чтобы обозначают такие моменты. Сейчас. Чё? А ты можешь... Они такие... А это больше или кто? Да. Это люди, которые просто... Что, он мне угрожает сейчас или ударит меня сейчас? Не, косые. Аджиши, качество, косые. Да. А он может тебя ударить сейчас? Косые, аджиши. Али косые. А что он говорит? Да непонятно вообще, он бурчит что-то на своем. Ты не понимаешь, что он говорит? На самом деле, в Корее вот такое часто встречается. Да? Да. Вот у моих знакомых был случай, он, получается, с девушками шел вот по такой же примерно улице, они фотографировались, пришел пьяный дед, начал, короче, к девчонкам что-то приставать. Да, серьезно, вот приходит, просто там что-то трется, что-то там ходит рядом, да, и получается... что-то слово за слово, он начал толкать моего знакомого, мой знакомый что-то его толкнул в ответ, в итоге завязалась драка, да, и в итоге как бы он был зачинщиком, он пошел в полицию, да, подал заявление, и моего знакомого, короче, вызвали. В полицейских участках обычно присутствуют переводчики, и, соответственно, вот перевели, показали, были как бы кадры, здесь везде камеры же есть, как бы показали видео, и все, и деда там оштрафовали. Деда штрафовали? Да. То есть А он первый хотя бы справедливость пошел. как бы, да, Да, была? здесь камеры насчет этого, насчет справедливости здесь нормально. Да, то есть то, что мы сейчас стоим, здесь нас где-то снимают, да, везде? Ну, здесь очень много камер, на самом деле. Здравствуйте. Да, вот так. Окей. Видите, такие ситуации бывают. Окей. Давай вернемся вот к предыдущей К работе. части. Да. Про работу. То есть, еще раз, я так понял, что люди очень много работают, и им важно понтоваться, то есть внешнее вот это подтверждение, да, что они большим Статус определенный, да, конечно, определенный статус, то, что у вас там хорошая должность. Благодаря тому, что у вас хорошая должность, у вас высокий оклад. Ну и дальше идет по нарастающей, что вы можете купить себе там лучшую машину позволить. Там здесь дальше такая иерархия есть. Допустим, да, вот я обычный сотрудник, если, и я не могу купить себе машину, допустим, хотя, допустим, даже если имею возможность, лучше, чем у начальника. Понимаете, здесь Не даже имеешь так. права? Да. Ну, не то, что не имеешь прав, но здесь тоже Это будет как не бы... принято, да? Да, в обществе. Вот, нифига понимаете, себе. допустим, да, есть определенный, вот, допустим, D-класс, C-класс, да, E-класс. И, допустим... Это вот, названия прямо вот здесь такие? Нет, ну это я говорю по окей. машинам, допустим, да. И, допустим, начальники, да, там, кваджанимы, там, чаджанимы, да.
они ездят в среднем вот на Е-классе. Более там такие только начинающие начальники, да, там панджаны, вот, ну, бригадиры, что-нибудь такое, они вот едут там на Д-классе. Там обычные работники обычно, ну, вообще на дешевых машинах, и там на монингах, да, С-класс. Да, ну вот так, здесь даже вот, ну, как бы это будет действительно не принято, если вы купите машину лучше, чем у босса. Интересно. А что еще, какие у тебя еще есть истории вот про вот эту иерархию? Потому что, как я понял, здесь вот очень важно, ты вот прям в каком-то сословию состоишь, да, и это влияет как-то на твою жизнь. Ты вот, если относишься Да, к боссу... потому что у вас же круг общения становится абсолютно другим. Здесь как бы все завязано на вот этом. То, что вы приходите в компанию, вы начинаете, допустим, рядовым сотрудником. К вам отношение определенно такое, и люди с вами примерно такого же уровня будут общаться. Примерно. Большинство людей будет такого же уровня. Боссы не будут с тобой разговаривать даже? Ну, я думаю, у вас даже общих тем не будет для разговора. Как бы... Ну, как я знаю, что чем выше начальник, тем ниже надо кланяться. Ну да, есть такое здесь. Да? Здесь даже был прикол, если вы не видели, в интернете, вот на просторах запрещенная грамма, есть такое видео, когда корейская свадьба, вот стоит парень, ну, муж, девушка, и вот они друг другу кланятся, и парень просто берет и уже вот лежит и вот так, ну, как бы положил голову, все, ниже уже нельзя, да, невозможно поклониться. Вот. Ну, как бы такие приколы тоже есть. Корейцам не принято смотреть в глаза. Друг другу? Да, ну... То, что я тебе смотрю в глаза, ты сейчас... Обычно люди, вот, знаете как, вот, ну, я Отходят, просто да? кореец из-за этого, да, не настоящий кореец, скажем так. А когда они, допустим, общаются со старшими, то они вот так общаются обычно. Корейцы Да немножко ладно. голову опустят и разговаривают. Да. То есть, Они если я, например, в кафе Это приду- проявление неуважения. Да? Да, это проявление неуважения. Также, допустим, если это традиционная компания, вы не можете, не имеете права уходить раньше начальника с работы. Начальник, допустим, у вас рабочий день до 5. Начальник задерживается до 10 по своим каким-то там причинам. Делам. И ты должен сидеть тоже. Да, пока он не уйдет. И в глаза вот так не смотреть ему. Да. И сказать нельзя, что можно пораньше уйти. Ну, как бы можно, вот у меня законная, как бы, и у нас с вами есть договор, как бы, вообще-то, на минуточку, а я не могу уйти. Вот так, А будете что, ждать. будешь сидеть, сам придумать себе работу, даже если... Да, что-то дорабатывать будете, что-то доделывать будете. Каждый квартал начальник ведет, вот, ну, как бы, благодарить своих сотрудников вот, на корпоратив, и они там пьют, едят, веселятся, разговаривают, в принципе, да, вот о жизни, так как корейцы большее количество времени проводят на работе. Они, ну, приходят домой, считайте, там, я не знаю, с семьей практически не видятся. И, соответственно, для них работа становится, кто там работает, с кем они совместно, это уже семья для них, вторая, грубо говоря, скажем так, да. И люди вот едят мясо, пьют, и, допустим, да, если вы, допустим, не пьющий, Да. для вас это будет тяжело, да, потому что это проявление неуважения, опять-таки. Если вы, допустим, начальник пьет, Да. все А ты пьют, не? а вы нет, да, это, да, и вас заставят как бы пить. Короче, слава Даже в богу, я не большем кореец, количестве, потому что, да. если что, меня бы отсюда выперли. Скорее всего, это большое неуважение, да. Это большое неуважение. Вплоть до увольнения, на самом деле. Здесь больная тема татуировки. Здесь это не приветствуется. Особо крупные татуировки вот не приветствуются, да. Мелкие, может быть, там где-то спрячешь или что-нибудь такое. Крупные же, вот был случай. Девочка сидела на комсе, ну вот, проверяла, да, запчасти, там, детали и на брак. И, получается, проходил начальник, увидел, что у нее на предплечье татуировка. Все, и просто он сказал, ее вечером ну, как бы уволили. Охренеть. Да, здесь вот настолько это, потому что у них вот, обычно вот начальники компаний, это взрослые уже люди, да, там 40, 50, там 60 лет, да. И в их времена татуировки были только там у мафиози, у бандитов каких-то, да, они не понимают, что там разницу между, допустим, татуировкой и портаком, да, это, ну... Что такое портак? Ну, портак вот на зоне, да, вот что такое, там где-нибудь в подворотне, там тебе бьют, там дома, вот. А у тебя портак У или меня татуировка, это Покажи. искусство. Покажи. Здесь Вот тебя за такое могут сработать? вполне, да. Да? Да. То есть тебя просто не везде даже возьмут здесь? Да, и в Москве, на самом деле, у меня были с этим проблемы. Ну, не так уж и распространено. Но у меня в просто Москве. еще 2 руки забиты. А, вот так тоже, да? Да. То есть здесь ты, в принципе, не очень востребованный специалист. Ну, я здесь везде прятался, вот, ну, с этим была сложность на самом деле. Бывало такое, то, что мне просто, ну, я как бы всегда хорошо работал, и мне просто говорили, просто прикрывайся, прикрывай все свои татуировки. Я одевал всегда длинные рукава, я всегда воротник наверх,
как бы выворачивал, да, и вот потому что, ну, как бы здесь не принято. И люди даже, знаете, на самом деле, когда вот, особенно старые, они прямо, а что это, а зачем, там вот, ну, такие вопросы постоянно. Супер! Давай 5. Спасибо Всё, тебе приятно большое. было Кайф. за интервью. Давайте еще грань. Одна девушка, с которой мы общались, сказала, что вот девушки из России, СНГ понаехали сюда и ну, вели себя достаточно распущенно. Были более доступны, чем местные девушки. И из-за этого сформировалось такое отношение, что вот русские девушки — это такие, ну, с ними их можно трогать, гладить, разводить, набухивать и, как вы сказали, насиловать. Вот как вы считаете, это было так? Что вот русские девушки... как можно по-другому сказать, если мужчины видят русских девушек, в основном с ними, например, общаются, кто-то там дает сисечку потрогать, кто-то не дает потрогать, вот, а мнение это складывается одно. А вы думаете, эта девочка скажет, что она с Казахстана или с Узбекистана? Нет, она скажет, что я с России. И все. Вот, то есть и получается, что все мы русские вот такие. Хотя, может быть, она и не с России. Может быть, я вообще какая-нибудь бурятка, извините, например. Я вообще... Бурят тоже в России живут. Ну, например. Ну, окей, понятно. Вот. Что-то хотела такое вот сказать умное, подождите. Вот Да. насчет вот девушек. Да, насчет ответственности за отношение к девушкам. Нет. За то, что все вот так вот думают, что русские вот так себе позволяют. Кореянки тоже до хрена себе что позволяют. Да? Конечно, лично видела. М-м. Она взяла вот так вот, сняла трусы, одела ему на голову и сказала, блин, прям трусы свои, некрасивенькие там стринги, а трусы одела. А он сидит довольный. Я сижу вот так вот рядом, у меня глаза такие по 5 копеек, думаю, господи, не дай бог мне вот так старость встретить. Но уже там тетенька была такая в возрасте уже. Вот. Да все позволяют. Ну, например, вот, корейцы думают, что русские бухают постоянно. Водку, что у нас холодно. Они до сих пор спрашивают, а что, у вас лето есть? Вот, и то есть Тут это холодно тоже, конкретно, ребята, что вот, вы знали. это также стереотип. Так же, как и у корейцев стереотип насчет русских. Ну, конечно, многие русские девочки, конечно, себя, может быть, в чем-то неправильно повели. Но, например, наши русские помойку, например, неправильно выбрасывают. И корейцы говорят, вы, иностранцы, там, засираете все. Корейцы делают то же самое. Вы видели, сколько корейцы пьют? Они пьют каждый день по 1, по 2 бутылочки соджика. Я им говорю, да вы бухаете. Соджик — блин. это местная водочка. Да, соджик — это местная рисовая настойка 18 градусов. Так они ее пьют, как быки-помои, извините. А говорят, что русские пьют. Я говорю, так а вы каждый день, если мы пьем по праздникам, там, день рождения, Новый год, там попили, покушали, а вы каждый день, потому что тяжелая работа, мне надо выпить, там. Чего я плачу? Это ветер просто дует, ветер. Ну, вот так вот. Нет, это все стереотипы, это неправильное мышление. Зачем? Вот если я, например, буду смотреть, там, я не знаю, там, на какую-нибудь бабушку, которой 90 лет, и она там на велике едет, и что я буду теперь говорить, что, все бабки вот такие вот. А половина, например, там болеет, например. Вот если бы вы у меня не спросили про клуб, я бы вам про клуб не рассказала. Рассказала бы про собак, там, как я дома там еду русскую готовлю, там, какой у меня там муж был один, там, второй, третий, например. У вас несколько мужей здесь был? Не здесь, у меня был один всего? русский, один кореец и еще один русский, но я так... Но мы просто про Корею снимаем сейчас, понимаете? Ну вот. Поэтому 2 русских мужа — это чуть Ну, не другая считается. программа. Ну, кореец у меня был очень хороший. Вот он прям хорошим был мужем, вот прям правда. Мы с ним не... Чего ж вы ушли-то от него? Ну, я молодая, глупая была. Вы же видите, я понятно. такая эмоциональная, там, трава-то зеленее. Вот, и, в общем, вот так вот я взяла, затупила ужасно. Вот, но... Можешь вернуться к нему? Но я ему говорила, ну давай, говорю, ну что ты вот там сидишь один, денег у тебя нету, я как бы, с ютубчиком мне поможешь, там помонтируешь, за собачками посмотришь. Он разбитую чашку не склеишь, вот, может, еще постареет маленечко. Я ему говорю, давай я дом куплю, ты будешь в доме работать, жрать готовить, а я буду работать. А почему нет, мы так и жили с ним. Я работала. То есть, извините, пожалуйста, он жил на ваше содержание? Нет, он жил на мои мозги. А. Потому что когда мы только с ним поженились, что уже долго, да, разговариваем? Все Вы нормально, устали, наверное? они просто им весело. Когда мы только с ним поженились,
Я ему предложила, говорю, а давай ты будешь находить клубы, а я буду находить девочек. Вот, и да, и ты будешь в эти клубы девочек продавать, потому что за нас тоже деньги платили, когда с России привезли, естественно же. Вот, и все, и мы так согласились. Никто из корейцев не хотел сидеть с русскими Это девочками. агент, то, что называется, да? Вы тот самый агент. Я та же мамка, наверное. Мамкой не знаю, называли, да? Да, вот. Ну, в общем, мы работали вот с этим, а потом, когда меня все это заколебало, потому что у меня дети, мне нужно разговаривать с девочками, мне нужно помогать мужу, мне нужно смотреть детей. Я ему говорю, ну, давай ты как-нибудь один. И все, короче, мы поругались вообще в пух и прах. Вот, и все. И с тех времен я пошла в свободное плавание, он пошел в свободное, сам там что-то там херней какой-то занимается, если честно. Вот. Обращаюсь к сыну, к дочери, сыну. Да. Кто он мне был? Бывшему отцу, дочери. Хун, Перепутали. вернулся бы уже, в конце концов. Ну, ёшкин бы кот. Как бы мы жили... Вернись бы уже, как- мужик. Ну, как чё зовут ты его? Хуном я его называю. Йон Хун. Не уверен, что сейчас... Йон Хун. Не уверен, что я правильно произнесу, но... Йон Хун. Девушка ждет. Ну. Йон Хун, давай. Быстренько. Хорошо. Да пока не передумала, я же могу Еще передумать. несколько вопросиков. У вас дочка, 17 лет, да, вы сказали? Да. А вы бы хотели, чтобы она работала на такой работе? Вы Go-go знаете, в барах и караоке. Я дочери своей я это все объясняла, она все это знает. То есть для нее это не секрет? Почему я вот так вот рассказываю тут на миллионную аудиторию, тысячную, извините, потому Да. что все мои дети знают все. Все открыто, да, у вас с Да, ними? да, потому что, ну, а кто им не скажет, как не мать, что в жизни получается, в жизни есть такие моменты, вот такие, вот такие. Я дочери сказала, если ты, не дай бог, вот не будешь учиться, не будет у тебя профессии, а что ты будешь делать? Вот я приехала в Корею, у меня ничего нету, куда мне работать, где мне деньги зарабатывать? Ну, не нашла я мужчину богатого, как-то не подумала, что надо было побогаче искать, что как-то по любви такие опять. Вот, и я дочери говорю, если ты пойдешь, например, работать в бар, ты симпатичная, красивая, наметиска. Ну, ноги-то длинные, вся в мать, волосы, ну, красивая девочка. На канале у меня есть, можно, да, сказать? конечно. Вот, она по-русски хорошо говорит. Так. Вот, вот, В по-русски итоге-то вы, пока вы ей говорите, Я что и можно говорю- так и так. Я и сказала, что ты можешь делать то, что ты хочешь. Вот. Прикольно. Вот, потому что, ну, это же ее жизнь. Ну, как бы вы отнеслись, если она вам позвонит через пару годиков, скажет, мам, я, ты знаешь, в баре Я пошла работаю. в бар. Я бы ей сказала, поменьше бухай, вот, ну, следи за собой, потому что мы в пьяном состоянии можем и реку переплыть, правильно? Так. Вот. Девочки молодые, красивые, мальчики очень хорошо разговаривают. Ты такая хорошенькая, красивая, будь со мной. И все, что нам еще надо? Так. Вот. Я ей Сказали, сказала, поменьше пей, что еще? поменьше пей, не ведись на красивых мальчиков, потому что они красивые, а упаковка, ну, внутри-то. Так же, может быть, и ты. Я говорю, я плачу. Да это ветер просто тут, ветер. Вот. Я также, как бы, забыла мысль, короче. Я и говорю... Советы что, ей. Не пить, не вестись на не мальчиков. вестись на красивых мальчиков, да, потому что нужно же тоже соответствовать. Понятно. Вот, Так, что еще? Ой... Чтобы ей еще Не посоветовать? чики-пукаться, конечно, очень бы хотелось, чтобы она вот так вот, ну, как-то вот бездумно, я не знаю, себя бы не растрачивала. Вот, все-таки, ну, мы все, блин, молодые, с одной стороны. Как я вот ее от этого ограничу? Ну Окей. как? Ну как? Презерватив с собой носи, блин, ну, если уж на то пошло. На Если всякий тебя случай. насилуют, получаю удовольствие. Ну, что еще сказать? А что это? Ну, но если тебе некуда деваться, например, с какой-то ужасной ситуации, ну, хотя бы в живой из ней выйти. А я ее приму в любой, всегда и везде. Вот. Ох, тяжелая темка. Давайте все-таки попробуем еще немножечко по работе поговорить. Вот сегодня, как вы чувствуете здесь экономическая обстановка? Здесь легко найти работу сегодня людям? Но если у тебя есть образование, у меня многие подписчики спрашивают, вот, Мария, мы хотим приехать в Корею, помогите, как, что, где. Ну вот смотрите, чтобы приехать в Корею, нужно, во-первых, нужна виза, правильно? Ты же не можешь тут 3 месяца где-то поработать, вот. Во-вторых, нужно какое-то образование. Как ты без образования будешь здесь работать? На фирму, на корейскую тебя не возьмут, хотя могут, конечно, взять, но эта фирма должна доказать, что именно этот сотрудник им нужен. Вот. Что? Ну, что сказать? Вот если вот я приехала, у меня нет образования, я товаровед. Вот приехала я в Корею, товаровед. Я могу там посмотреть, какой вискарь лучше, вкуснее, там, посоветовать. Все. То есть для того, чтобы ехать сюда, нужно что-то уметь и знать.
язык нужен, образование надо. Лады, зафиксировали. Последний вопрос хочу вам задать. Вот который меня реально искренне интересует. Потому что я вижу много разных людей, когда приезжаю, снимаю интервью, и это позволяет... Ну, камера, она же немножко рентген делает, да? То есть человек проявляется максимально настоящим, каким он является. Сыворотка правды, Да. так сказать. И да, сыворотка правды. Такой детектор правды. И я вот смотрю на вас и вижу, что в жизни у вас было всякое, да? И в баре работали, и мужья разные, и, ну, в общем, приключений досталось. Но я вижу, что вы человек счастливый. И вот это, на самом деле, удивляет. То есть я понимаю, что в комментариях кто-то может и плохой про вас писать, кто-то будет хороший писать, но я вижу, что вы реально радостный человек, вы счастливый. Вопрос, откуда это и как этому научиться? Ой, во-первых, надо любить себя. Мгм. Вот, я себя очень люблю. Ой, я не знаю, как это. Ну, просто нужно пожить хреново-хреново, а потом радоваться, что ты живешь так хорошо, что это хреновое где-то позади, я не знаю. Какие-то цели вот себе придумывать. Вот у меня, например, цель собака. Я хочу родить собаку такую, чтобы я могла с ней, ну, чуть ли не до чемпиона мира ее довести. Чтобы вот она была под моим именем, я сделала... оформила питомник, то есть все по фэншую, у меня там хорошие собаченьки там, вот. И, в общем, какую-то нужно цель ставить, вот. И вообще радоваться жизни, ну это же так хорошо жить. Я хотела тоже помереть, когда вот с третьим мужем жила. Мне было так плохо, он меня так унижал, он прям плохой человек был. И я вот прям Да думала, здесь где было? бы мне повеситься. Конечно, я его с России привезла в Корею, же не нашла тут никого, вот. И я думала, вот прям все. Я пила даже антидепрессанты. Вот, мне было так хреново, я думала, никогда не вылезу никогда из этого вот. Вот. А сейчас я понимаю, что вот какая ты дура, да, вот, ну, ты вот думаешь тогда так, Да. а в будущем ты будешь совсем по-другому думать. Мы же не думаем сейчас, что 19 лет, жизнь кончила, я столько повидала, и мне нужен ребенок, ради кого-то жить. Родила я сына, ради кого-то живу. А сейчас что? Все, мне 42 года, я в клубы я не хочу, танцевать я не хочу, ну, по идее же уже все. Вот, можно делать все, что я хочу. Поэтому завела себе вон 5 собак, потратила на них почти 1 000 000 рублей. Вот, и, ну, нравится вот мне. Да жизнь классно. Класс. Жизнь, это вот, наверное, вот, ну, то, что вот у нас есть, и надо... Почему этому надо радоваться? Я вообще не знаю, как объяснить. Я скорпион, я вот такой вот холерик. Кто я? Ну, хрен знает как, я не знаю, Такой холерик, вот веселый, вот такой вот человек. Я не стесняюсь за свое прошлое. Конечно, может быть, я каких-то не расскажу вам, каких-то там, может быть, каких-то там историй, да? Ну, оставим на следующий раз, когда вы еще раз приедете. Хорошо. Вот. Ну, как-то не знаю. Жить классно. У меня все есть. У меня, в принципе, я попала все-таки в последний вагон и купила себе квартиру в Сеуле. Если бы я, конечно, не купила бы собак, я бы, может быть, купила квартиру побольше. Но у меня есть квартира, у меня есть машина, у меня есть любимая работа, это, ну, YouTube и собаки. В принципе, вот 3 года я уже не работаю. Вот. Чтобы вот прям конкретно, да, что-то думать, там, Да. где-то деньги брать. Вот. Как-то деньги находят меня. Вот. Ну и все. Классно. Супер, супер. Давайте 5. Спасибо вам большое. Ну что, ребят, продолжаем наше путешествие. Вот, я приезжала на заработки в течение 3 лет, и, как бы, конечно же, я уже знала каких-то работодателей, но это было вокруг Сеула, в других мелких городах. И вот, значит, мне один работодатель подсказывает и говорит, вот, я нашел человека, который тебя устроит в отель. Типа, вот, он начальник саджаним отеля, получается. И я такая Отель говорю, это уже более приятнее, чем завод. ну, слушай, нет, ну, как бы не особо. Я считаю, что Щиктан, ну, ресторан, отель и завод, это, в принципе, вообще Одно и вот то же. одна такая категория, так скажем, да, ты работаешь по 12 часов там или больше, да, работа на, ну, просто постоянно работаешь, перерывов очень мало на самом деле. Мгм. Ну и, в общем, он мне говорит, вот отель, как бы, все классно, там будешь работать. Он говорит, скажи, на какой станции метро ты живешь? Типа, этот начальник приедет к тебе и переговоры, как бы, ну, проведете переговоры. Я, значит, выхожу, все, он подъехал, и он мне такой говорит, не в кофейню, вообще переговоры у них в кофейнях проводят, ну, в Корее, да? А он мне говорит, в Бургер Кинг, говорит, пойдем.
Я думаю, странно, зачем Бургер Кинг? Ну, короче, зашли, сели. И он меня как-то, знаете, так пытался прям накормить, чтобы, типа, вот, знаете, как какую-то вот девчонку, которую подобрал, голодная, такая, типа, на, вот ешь. Бургеры, ты смотри, вот ты это голодненькая, на тебе картошечек, да, наггетсы. бедная иностранка, вот так якобы. Там, давай покушай. Ну, я такая, нет, там, давайте по делу, короче. А я корейский, ну, чуть-чуть уже знала, как бы, ну, училась все-таки, да, уже пару месяцев прошло, как бы. И он мне уже такой... он мне купил там в итоге чуть покушать. И сидим, разговариваем. Я говорю, ну что за работа там, где, что находится отель? Он мне говорит, ну так давай с тобой 2-3 раза в месяц встречаться, говорит. И я буду тебе платить 1,5 миллиона вон. Это сколько в долларах? Ну, сейчас на данный момент это где-то $1200, я думаю. $1200 за 3 встречи. За 3 встречи, за месяц, да, типа вместе Что буду это за платить. встреча? Да, Может быть, в встреча Бургер Кинге? встреча в Может быть, ему отеле. просто нравится кормить людей в Бургер Кинге, нет? Не знаю, нет. Ну, знаешь, это как бы сейчас вроде вспоминаешь, так смешно, да, на тот момент это было дико неприятно. Когда ты сидишь без денег, у тебя здесь студенчество, тебе нужно учиться, тебе нужно оплачивать учебу, а учеба в Корее не такая, как у нас. Чуть здесь отличается, здесь все пали-пали, быстро-быстро на корейском. Все очень-очень быстро, программа идет быстро-быстро-быстро. Там, я не знаю, в день по 30, по 40 слов нужно запоминать. Как бы, а если ты обычный человек, то это очень-очень сложно. Я тут одно слово только еще не выучил. Ну да, тут... Он не... Сейчас, секундочку. Здравствуйте. Сейчас, подожди. Аньосе요. Аньонсе요. Да. Да, примерно так. Окей. 30-40 слов в день надо учить. Да, то есть, очень сложно обучаться, да, и параллельно, конечно же, работать. По большей части здесь учатся, так скажем, и история заканчивается хэппи-эндом, когда ты сюда приехал, либо у тебя уже есть деньги, ты учишься, либо когда за тебя оплачивают всю учебу родители. Если ты приехал просто, так скажем, голый, просто учиться и зарабатывать, то, конечно же, вообще не по адресу, я думаю. А что сказал ты этому товарищу в бургере? Да, самое, что да, интересное, я, ему говорю, что я понимаю, что вообще что-то не то, какой-то бред. Я, во-первых, как бы подиспугалась, вообще неприятно, там возле тебя мужик, не знаю, там более 50 лет ему, наверное, то есть он тебе такое предлагает. Ну, я просто как бы плохо корейский знала, но я начала говорить кёнчель, это на корейском полиция. Я начала говорить кёнчель, это на корейском полиция. Ну, я говорю, кул, типа, я сейчас позвоню на корейском. То есть я начала эти фразы просто говорить, и он понял, испугался. Говорит, пойдем. Мы, вышли на улицу. Он просто вот так взял, 200 тысяч вон отчитал мне, и вот так, этого хватит. Все, вот так вот мне кинул, я просто головой махнула, и все, я его больше никогда в жизни не видела. Это типа $200? Ну да, плюс-минус, да. 180 тысяч вон сейчас. Ну, нормально. Ой, так 180 ты скажи, баксов. такой приезжайте еще в Бургер Кинг? За $200-то можно? Не, знаешь, на тот момент я подумала, да, типа, что прикольно, да, вообще но на самом деле не прикольно, говорю, было. Что здесь еще было интересно? Также тот же агент, да, мне работодатель, да, тоже говорит, вот, давай там, есть один тоже хозяин, он там живет в Сеуле. Саджаним, я буду говорить, Саджаним это на корейском начальник. Вот Саджаним? Саджаним, Сазан, там всякое разное. С этого момента называйте меня Сазан. Он говорит, там вот, у него есть ресторан, здесь где-то на Дандемуне, вот, мы как раз где находимся на этом районе. Корейский, говорит. И вообще, представляешь, рай для тебя. Ты будешь вообще студент, 4 часа всего в день работать. Там до часу отучилась, там либо до 3, да. В 6 часов ты приходишь на работу и до 10 где-то вечера. Тебе жилье предоставляют, все предоставляют. Я на тот момент тоже так же, язык уже чуть понимала. Следующий день встреча. Меня получается, соединяют, да, как бы с этим человеком. Он там был еще со своим напарником, получается. 2 старых деда. Я не знаю, по лет 65, наверное. Вообще, один из них, который главный самый, вот такой вот толстый, такой седой, такой вот еле-еле ходит, значит, который даст мне работу. Я думаю, все, ладно, круто, классно. Приезжаем мы в кофейню, еще меня так далеко увезли, там, где вот только я должна с ними вернуться. Я вот так бы, а как мне оттуда выехать? То есть даже, не знаю, метро нет рядом. На автобусах, петляла бы, да, как-то бы долго бы, наверное, доехала. В общем, они говорят, вот, все будет круто, все будет работа у тебя. И они начинают разговаривать между собой на корейском языке. И я понимаю, что один другому говорит, да что вот,
пусть она за тебя, ну, там, женишься на ней, там, либо замуж увидит, да, то есть все, и потом вы вместе будете, там, ты ее не испугни, пусть она вот потихонечку, как бы там вот начинает это все дело работать. Я когда это все услышала, я сначала-то их понимала, то есть я с ними что-то обсуждала, да, как, что дальше, как бы, да, где, сколько оплата будет работы. Но когда я вот эти все фразы услышала, я посмотрела, как они меня смотрят, и они мне говорят, а дай мне свой номер, говорят. Ну, чтобы мы с тобой связались, и все. Я начала такую делать дурочку, как будто бы я вообще язык не понимаю. Я специально прям вообще все, я не понимаю, там, на корейском там муляю не знаю, на английском no understand, там, и все. Я вот эти слова только начала прям вот просто дуру строить из себя. То есть, чтобы они меня просто... Я говорю, я им сказала, вы меня типа... я начала через переводчика общаться. Я говорю, вы меня... говорю, вот этот человек, вот этот вот работодатель, который, да, вот, который связал меня с этим человеком, я говорю, вот он вам даст, короче, номер, там, и все в этом роде. И они такие, да. Ну, короче, они еще меня минут 10, наверное, пытались уговорить дать номер. Я так ничего и не дала. Слава богу, они меня доставили на то же место, где я, в принципе, и была, как бы, и тоже. Я больше никогда этих людей не видела. Ну, как бы, тоже не особо приятная ситуация. То есть, вообще, дед вообще там... уже в планах у него там что-то жениться, как бы, тоже ненормально. От корейцев такое, как бы... Ну, как бы не зря говорят многие здесь, наши иностранцы, что корейцы извращенцы, как бы. Да. Ну, что у них там есть, да, немножко. Кукушечка отъехала в этом вопросе. Да, ну, наверное, в каждой нации, да, такое есть. Ну, как бы о корейцах, может быть, никто не знает, мало говорит, но есть у них там такое, то есть. Даже можно... судить по отелю, если ты там поработал и видел, что там творится после того, как они выходят с отеля. А ты работала в отеле-то? Конечно, работала. И что там творится? Ну, у них вот эти вот все извращения, там, я не знаю, грязь рассказывать надо, да? Секундочку. Ну, конечно, рассказывай. Конечно, рассказывать. Ну, я не знаю, вот, например, ты уборку делаешь, да, этой комнаты, ну, огурец ты можешь там найти. Как думаешь, для чего он там нужен? Огурец? Ну, да. Вот для чего нужен этот огурец, Может, да? они просто салат готовили? Нет, он не порезанный. Ну, это, к примеру, огурец. Ну, о том, что там, как бы, защитные средства повсюду валяются, как бы, я думаю, это не особо удивление. Там, а то, что, в принципе, они, как бы, у них есть такой стиль, что они, как бы, переночевать в отеле-то не особо любят. Они приходят на час, на полтора. То есть, прям вот я работала в отеле, где там вообще прям постоянно менялись. То есть, постоянно там 1,5-2 часа, все, на выход, 1,5-2 часа на выход. Комнаты красивые, все классно, там прям дизайн такие, там деревья такие, комнаты, эти кровати круглые, кровати там в виде сердца разные, знаешь. Дизайн все классно, но когда туда заходишь, потом делать уборку, это не классно. А что там, кроме огурцов-то, я не понял, еще необычно? Да ладно, не стесняйся, все нормально. Женские красные дни по всему там вот это вот, хотя она вроде с мужчиной вышла, как бы, ну вот, не особо приятно. Понимаешь, и без разницы. Красный день, не красный день, там вообще что происходит. То есть, ну вот эти моменты, огурцы, еда у них просто разбросаны, вот эти вот рамены. Вроде бы они все такие... Что такое рамены? Рамен, корейская лапша, еда. Вот как доширак наш, да? То есть вроде как бы, ну, посмотришь, все нормально. Кушают корейцы, ничего такого. А туда заходишь, там, то есть эти рамены, там все у них так все это перевернуто, везде все это разбросано, ну, просто грязь. Просто грязь и все. Не знаю, активно ели лапшичку немножко. Ну, и не только лапшичку, там другие, конечно, тоже блюда, как бы... Не знаю, конечно, если так еще подумать, можно еще какие-то истории повспоминать, но это вот именно то, что видела я лично. Ужас какой. Но это работа не самая приятная, надо сказать. Ну, слушай, да, вот это убирать потом, вот типа из-за этого отеля я вообще не особо люблю, хотя я там подрабатывала. Работа вроде не особо сложная, но неприятная. Вот, ну, прям не очень. Ну да, не сильно радостно. Как ты из этого все выбралась? Рыбу чистить, посуду мыть, отмывать. Вот мой спаситель. А что там? Ну, вообще, в принципе, нет, это я так как бы утрирую, да, ну, как бы, когда начались у меня прям отношения, да, тогда я значительно меньше вообще начала, в принципе, посещать работу. То есть, конечно, мой молодой человек взял всю ответственность на себя по большей части все равно. Как бы я стала как за каменной стеной, то есть все. Как бы я, конечно, сейчас могу сходить там ради съемки, где-то что-то поснимать, но это было уже очень давно. Лады. Спасибо тебе большое. Всё, пятерочку и опа. Тебе большое спасибо, но... Че? Еще что-то есть? Надо в начало вставить будет, я не знаю. Давай. Да, можно, да, будет? Мы посмотрели видео про Израиль,
Там ты сказал, что гости не должны теперь приходить якобы без подарков. В общем, чувствую на я поле себя чудес на поле пошло. чудес, да. Поэтому вот такой вот подарок, который нужно будет съесть. Поэтому в музей не Это ставь. съесть нужно? Ну, там съесть, да, тоже. Ну, можно так посмотреть сейчас. Ой, тяжелое, смотрите. Так, ну-ка. Да, это такой А что это такое? сеульский подарок. сеульский. А ты камеру подноси, сейчас показывать будем. Обзор, а что ж, как это называется? Анбоксинг. Смотрите. Анапэкбокс. Смотрите, так. Это что такое? Это креветончики, походу, да? Нет. А что это улитки. Попробуйте Улитки? деликатес Южной Кореи. Улитки, все, отлично, Это, спасибо. наверное, то, что вы здесь не пойдете целенаправленно, наверное, покупать, Да, я думаю. улитки, сеульские. Так, дальше, что это такое? Ну, Бухашка. это так, брелочек. А, это Соджу, не надо соджу. есть, да? Это есть не надо, да. Это бухашка. Так, это похоже на паштет. О! Личинки шелкопряда. Приятного аппетита. Личиночки! Консервированные, да? Да. Спасибо вам большое. Нет, ну а что, продегустируйте. Да, конечно, хорошо. Я Спасибо. знала, теперь ты меня точно запомнишь. Так. А вот это оливки, да? Или что Или это яйца лягушки перепелиные. какие-нибудь? Нет, яйца перепелиные, они просто в соусе здесь такие прикольные, перепелиные необычные. яички. Необычные. Так, хорошо. Традиционные корейские. А вот это, смотри, что это такое? Ой, это футболочка. Сеул. Так. Мы же в Сеул. Сеуле I love снимаемся. Сеул. Смотрите, вот это все. Чума. Вот она. Вот когда надо сказать, что ты стал блогером? Когда тебе дарят футболки, да? Класс. Так, спасибо большое. И последнее вот это. И та-ра-та-та-та. Ой, Что это? Подумай, О. как думаешь сам, что это? Ну, во-первых, я вижу, что это... это рис. Рис, да, это нурунджи, Это это рис. корейская традиционная такая пища. Нурунджи, знаешь, короче, когда чай там, можно как печеньки, короче, кушать. Печенье либо из в суп, риса, да, Либо можно? в суп добавлять. Это получается, когда мультиварка идет, вот эта рисоварка, и когда последний тонкий слой, короче, риса остается, они специально его поджаривают и вот как бы кушают. Очень необычно, как бы, я не знаю, рассказывать Это тебе о сладкое? таком Это или- десерт, получается? Нет, это, слушай, это не сладкое, это вот как раз-таки как чипсы диетическое, типа, да, то есть такое правильное питание. Ура, все. Красота. Все, спасибо вам большое. Все. Все, будем кушать. Ой, все приятно. Привет. Здравствуйте. О, ты по-русски прекрасно, да, говоришь? Да, я русскоязычный. Ты русскоязычный? Да, мы сейчас тебе... Так, секундочку. Опа. Раз. Так. Ну что, русский мой родной язык. Да? С этим проблем не будет. Да, я в России жил достаточно долго. А ты выглядишь как кореец? Но я наполовину кореец, мой папа русский, мама кореянка. А, вот ну как. Ты Ну, на не двух- хангучка. И ты на двух языках прекрасно, да? Нет, на одном только, на русском. Только на русском? То есть на корейском ты не разговариваешь? Чуть-чуть совсем. Как ты тут живешь? Ну, есть свои способы. Но я английский знаю хорошо. А давно ты здесь живешь? 5 лет уже. Сейчас 6-й год идет. То есть ты 6-й год живешь, и можно без корейского здесь нормально прожить, да? Ну, базовый корейский, конечно, нужен, ну, допустим, на работу устроиться и так далее. Но я в основном использовал английский, так что с этим проблем нет. Прикольно. Хорошо. Ну что, мы через тебя хотим понять, как тут работается. Насколько тут легко найти работу, тяжело, какие-то есть нюансы, особенности. Ну, хорошо. Нет, я вообще приехал сюда просто посмотреть на свою родину, Корею, как она выглядит. И решил, и устроился на работу. Да, у нас в плане не было оставаться здесь на долгий Ага. срок. В общем, 2 недели туда-сюда и обратно. Понял. Ну, а вот так получилось, что вот уже 5 лет здесь живем. Офигеть. Ну, начну с первого дня в Корее. В общем, я как только приехал, решил устроиться на завод, Ага. ну, немножко заработать. У корейцев есть такая традиция, в общем, под Новый год, это соляль называется, лунный Новый год, они любят увольнять людей. В общем, проработала где-то дней 30-40. Подожди. Что значит любят увольнять людей? Ну, сокращать. За что? Ну, бывает, что предприятие сокращается, или сотрудник не очень хорошо работал. Такой, да. И вот под соляль они любят сокращать. А под Новый год и после Нового года очень трудно найти работу. И так что я вот остался потом на еще 30 дней без заработка. Давай я все-таки про увольнение пытаюсь понять. Еще раз, ты приехал сюда. Да. Сколько ты здесь проработал по времени? Месяц, где-то месяц. И ты просто не знал, что этот месяц обычно кончается тем, что подсокращают.
Да, я не знал. Я вообще много ничего не знал. Окей. А что сократили? Ты, может, ты просто плохо работал? Возможно. Для меня как бы работа на заводе тоже была что-то чем-то новым и шокирующим. А что ты там делал? Упаковываешь бамперы для машин Kia, Hyundai. О, И, портеры, вот так, в общем, в этой позе стоишь целыми днями. 12 часов в день, 5-2. 6-й день тоже был суббота. а сколько за такую работу платят здесь? Тогда ставка была немножко другая. 2 миллиона 400 вон. Это в долларах сколько? $2000 в месяц, наверное, зарплата. Но это 12 часов в день надо работать. 5 дней в неделю. 5-6 дней в неделю. 5-6 дней в неделю. Да, 6-й день короткий. В общем, 5,5 дней, и тогда примерно $2000 можно на заводе получать за то, что вы собираешь. Спокойно, да. Есть, конечно, более прибыльные места. Допустим, на стройке можно работать. Ага, Там зарплата 3-4 тысячи долларов. получается, да? А вообще сложно найти работу? здесь? Достаточно легко. Да, то есть много Можно не предложений? знать языка, просто в основном находим через друзей. Мы русскоязычные корейцы, да. Ага. А так, на самом деле, приходишь, спрашиваешь, там, где уже есть русскоязычные, они помогут. Ага. Прям в этот же день зарплату выплачивают на стройках. Понятно. Давай вот разберем тот момент. Ты приехал сюда с семьей, так нашел первую работу, да? Да. Решил попробовать здесь остаться, работаешь, тебя бах, увольняют, да? Да, под Новый год, и я, соответственно... есть система аутов, то есть ты работаешь месяц, Ага. но твоя зарплата приходит через 20 дней. То есть месяц проработал, 20 дней ждешь, и приходит зарплата. То есть он на 50 дней, так если На округлять. 50 дней, то есть первые 50 дней, это если официально, ты работаешь Бесплатно. без зарплаты. И у меня еще попал Новый год, соответственно, я под Новый год остался без денег, вот корейский. И еще чуть-чуть после, слава богу, были накопления до, которые я сохранил. Офигеть. Мы вот на них как-то на раменах выживали. Классно тебя Корея встретила, родная земля. Была еще одна история трэшевая. Меня встретил таксист очень хорошо из аэропорта. Ага. Я добрался до города, тогда был Чонджу. Я приехал, и, в общем, я сказал ему, мне нужно, мне на листочке написали адрес, там, Чипион. Я ему показал, он говорит, хорошо, все, едем. Через 5 минут он пытается, всю дорогу он пытается набрать что-то в навигаторе, не получается. Он говорит, друг, я, извини, не могу тебя везти, выходи. Ага. А мы просто разделились. Я ехал с чемоданами, а жена все отдельно. И, в общем, я с 4 чемоданами из этого такси быстро посреди улицы выбегал. У меня с собой, естественно, ни телефона, ничего не было, потому что в Корее другой формат связи, наверное, уже поняли. Российские телефоны и сим-карты не работают, только бесплатный Wi-Fi. Слава богу, я поймал бесплатный Wi-Fi. С помощью него я кое-как связался. Кошмар. Меня спасли. Слушай, подожди, как он так тебя высадил? Он просто безответственный или почему он такой? Не, он не может меня вести, а я не могу сказать на корейском. Я объясняю. Я тогда Он язык не... в смысле, он на английском не говорит, да? Да, а на ты на английском он не корейском. говорил, а И я- он тебя не понял, говорит, ладно, высаживайся. Говорит, да ладно, высаживайся здесь. И я вышел нигде с 4 чемоданами. Первый день в Корее. Вот так меня она встретила. Было очень Прикольно. жестко, да. Раз ты здесь 5-6 лет, ты все-таки смог устроиться. Да, я 2,5 года работал в Тегу программистом. Продакшн-инженер, это на русский язык, если это будет инженер. Ну, понятно, просто разработчик, инженер. программируешь. Да, программирую станки, они идут на экспорт, там, в Венгрию. Подожди, другие а в страны. России ты кем работал? В России я только студентом был. То есть это была первая работа на заводе? Да, такая. Я подрабатывал где-то там еще в Ну, разных Понятно. сетях, да, но тоже недолго, потому что я в основном Мгм. белоручку, можно сказать, программист, мне как-то Мгм. жестко. На заводе было жестко. Но сейчас уже по-другому все. Да, Окей. сейчас уже привык. Значит, на заводе тебя, так сказать, чуть-чуть опрокинули, уволили. Потом куда ты пошел? А, Начал снова программировать, своими делами заниматься. Ну и потихоньку чуть-чуть где-то там, где-то здесь подработал, там, на доставочке, там, у знакомых что-то сделать. Недолго я так проработал, где-то ровно год, и, собрал портфолио, поэтому смог устроиться программистом вот в Тегу. Но там тоже была ситуация интересная. В Корее, знаете, своя есть корпоративная культура, уважение начальникам, нужно кланяться чуть ли не в пол. Серьезно? Да, есть. У них там особенная ранговая система. Чем выше ранг, тем ниже поклон. Я так понял, Правда, судя что по ли? своим коллегам. Да. Подожди, у меня ранг высокий, а что ты не кланишься? Вы иностранец. Потому что я иностранец уже не Иностранцу надо. можно, да, То есть я тебе должен кланяться, да? Нет, мне тоже это не нужно. достаточно, нет? Нет, я же не чувствую себя местным корейцем. Все понял. Вот. Не, что, реально, если у меня очень большой босс, я должен сильнее кланяться? Нужно проявлять некое уважение, да. Это как уважение такое считается? Да. Прикольно. То есть, если к президенту пришел, там вообще надо на корчиках сидеть. Есть такой. Кошмар. Так, и чего?
по моим воспоминаниям, нагрузили меня переработками. Ага. Значит, в субботу работы, в воскресенье работы. Потому что у нас завод был в Венгрии, соответственно, я и летал несколько раз. Но у них же разница во времени, и, соответственно, у них утро, а у нас ночь. Ага. Они пишут, я должен делать, соответственно, апдейт. Такая ситуация меня не устраивала. Я где-то 2,5 года протерпел Ага. и вынужден был уйти. Здравствуйте. Я Павел. Я Кирилл. Че холодные руки? Холодно сегодня. Не мерзнешь? Нет. Ладно. Мы с тобой что, в Сеуле? Да. В Южной Корее? Да. И ты тут живешь? Да. В стране утренней свежести. Утренний чего? Свежести. Звучит как про туалетную утенку. Не. Окей. Мы хотим через тебя разобраться, что тут с работой, насколько тяжело, насколько необычно, потому что сюда многие люди едут трудоустраиваться за деньгами и так далее. А у тебя нет же корней корейских. Нету. То есть Абсолютно. ты, просто как внешний человек, приехавший и получивший здесь работу. Да. А ты нелегально, получается, работаешь? Ну, отчасти да. Слушай, интересно. А тут какое вообще количество людей, которые так вот нелегально работают? Довольно-таки много. Ну, сколько? Миллионы прям? Ну, подсчета такого, конечно, нету Ага. конкретного, но достаточно много. И работу такую нелегально легко найти можно? Да. Ну, давай сразу заинтересуем людей. Сколько можно на этом зарабатывать здесь? Ну, смотри, средняя заработная плата по Корее где-то 130 тысяч вон. Это, В рублях, в долларах. в долларах где-то 110 110 в день имеется в виду? в день, да. А, С 8, с 9 до 5 где-то так. Там 110 плюс долларов в день. И, соответственно, это там, если упахиваться, то за 30 дней там больше 3000 долларов можно. Да. Нелегально причем. Да. А что это за работа? Что надо делать? Разные. Есть чонсу. Допустим, чонсу — это уборка. Просто пришел на стройку, убрался. И тебе 110 заплатили? Да. Офигеть. Ну, работа, как сказать, заключается в том, что просто, знаешь, принеси, унеси и не мешай. Все на этом. Прикольно. А ты сам вот что делаешь? Кем работаешь сейчас? Сейчас я работаю на стройке. Ага. Так называемая стройка. То есть мы кирпичом обкладываем дом. Облицовочный кирпич. Либо, вот у меня последняя была работа, это такая, как сказать, временная работа, свиноферма. То есть вот эти загоны для свинюшек есть, для хрюшек, так сказать, такие заборчики металлические. Вот мы их полностью собирали. Сами заборчики собираем. Да, то есть где они находятся, где они кушают, где они водичку пьют. То есть мы полностью собираем под ноль, с нуля и закрываем весь объект. И тут сколько платят? 160. Тут уж побольше получается, Тут побольше, да? И то есть ты как бы работаешь, так называемая профессия, как бы, когда ты работаешь напрямую. То есть не от офиса, потому что офис забирает процент. Офис — это какая-то служба, которая организует вот таких Да, людей, когда приезжает к ним работодатель, им нужно определенное количество людей на определенную работу. Такая кадровая служба нелегальных сотрудников. Да, всех подряд. И, как сказать, неофициальных и официальных. Там все вместе находимся мы. Уже интересно. Мне казалось, что здесь как-то закон все соблюдают. Вот как раз-таки Корея уникальная страна. Здесь закон и соблюдает, и не соблюдает. Здесь нету такого, знаете, чтобы беспредела. Здесь по чуть-чуть. Допустим, есть так называемые педальщики, которые развозят еду на мопедах. Они ездят на красные, они ездят по тротуарам, по брусчатке, везде, где угодно. Это как бы запрещено по закону, но их никто не трогает. Ну да, если полицейский, конечно, увидит, он как бы там поедет за ним и догонит, там, это остановит. Да. А так в целом никто никого не трогает. То есть у них есть какой-то вот предел. Вот нет, как, допустим, у русского человека, эй, понеслась, там драка, крики, буянят. То есть они когда напиваются, да, не покричат, но тихонько он скажет, ой, извините, пожалуйста, там, если вдруг там задели или как-то что-то помешали кому-то. Все, они извиняются. Прикольно. Очень культурные, спокойные ребята, потому что их с детства этому воспитывают. Вообще, конечно, вот это отношение к правилам в разных странах очень сильно чувствуется, как бывает. Там, например, там в России, да, менталитет у нас какой? Вот есть граница, Да. вот сюда нельзя наступать. Но что делает русскоязычный человек? Он такой сразу, нет, надо попробовать. Оп. О, нормально, ну-ка, следующий. Никто ничего не сказал. И будет идти, как бы, да, на шею все, да? А, например, в Дубае другая вообще история. Там есть четкие линии, и реально люди их соблюдают. Если мы говорим про твердые такие, знаешь, там, про, ну, там, не знаю, украсть что-то, да, вообще никто ничего не сделает. А если, не дай бог, хоть кто-то чуть-чуть там переступит, его в течение 2 дней поймают, скрутят и депортируют. И поэтому там культура вообще ни в коем случае ничего не нарушать, и там супер безопасность.
Да? В Израиле еще другая ситуация, я даже не знаю, там правила, что есть, что нет. Ну, по крайней мере, тяп-ляп. Да, тяп-ляп. То есть правила, они вроде есть, но это скорее, знаешь, как это, первая точка переговоров. Да-да-да. То есть дальше начало нашей битвы. Да, кто до чего там как договорится, вот такие правила и будут. Вплоть до реально государственных органов тебе говорят, нельзя. А ты проявляешь настойчивость, и они говорят, ну ладно. Будь так будет. Да, пусть так будет. Ну, наверное, есть какие-то там, ну, там документы какие-то получать, и говорят, нельзя, ну, там, нельзя в такие-то сроки и так далее. И вот таких твердых правил, ну, очень сложно было найти, даже если где-то есть, ты все равно можешь как-то передоговориться, короче. И при этом это, ну, культурный слой, да. А здесь ты говоришь, что такое, вот есть правила, их многие все по чуть-чуть нарушают, но не сильно. Как бы сильно нельзя, да? Вот такая история. Правильно я тебя понял? Ну да, ну, скажем так, гибкая страна, но до поры до времени, потому что здесь очень много камер. Здесь как бы... Здесь никто не ворует, допустим, в магазинах. Да. То есть, во-первых, зачем воровать, если у тебя нормальная заработная плата? У них даже в голове это не укладывается мысля, что нужно что-то украсть. Ага. Допустим, велосипед. Я очень часто оставляю свой велосипед возле бас-терминала, это где вот автобусы забирают людей. Да. Я его замком никак не закрываю. Он у меня стоит там, может, неделю стоять. Никто его не заберет. Потому что таковы правила. Слушай, я знаешь, что понял? Что я еще ни разу здесь не видел бомжа. Они есть. Есть, их да? очень мало. Ну, в Сеуле они есть, да. Да? В других городах вы вряд ли их увидите. А Я ни в одного Сеуле не есть. встретил за вот 5 дней мы здесь. Вот, не здесь, в Лонри парк, никто не спит, не бухой, не валяется. Ну, здесь, да. Как правило, они находятся, где очень много туристов. В туристической зоне. А, что там можно попрошайничать, да? Да, но это редкость большая, да, действительно, их очень мало. Ну, потому что здесь можно заработать везде. Ну, если ты Ну и- хочешь, ты как бы легко найдешь деньги. Да, и плюс правительство все равно помогает, так или иначе. Малоимущим, допустим. Какие-то выделяют, да? Да, льготы Окей. определенные. Ну, вот ты, значит, получается, в месяц зарабатываешь там 3-4 тысячи долларов где-то, да, у тебя Да, получается? плюс-минус. 3-4. А сколько у тебя уходит на жизнь здесь? На самом деле не такая большая сумма. Допустим, за квартиру я плачу 300 тысяч вон. Ну, пусть это будет... Ну, точно примерно не 300 могу, баксов. 250. Нет, 250 Мгм. баксов. То есть ты зарабатываешь 3-4, а 1000 тратишь. Да. Нам сюда сейчас принесут всякую штуку, и мы прям сами будем жарить тут Да. мясо. Вот так вот. И вот нам принесли вот такое меню. Да? Можешь вот, да, прям прокомментировать, что это такое? Тут для туристов неудобно. Ну, здесь в основном мясо. Ага. Мясо говядина, свинина. Давай вот, например, Вот, говядина сколько стоит? А говядина 15 тысяч вон. 15, это примерно 15 Это порция, долларов. порция на человека. Это примерно 15 долларов, да? примерно 150 грамм, вот тут, я так понимаю, да, 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 да. написано? Что? А нет, это не грамм, а что это? Это на 2 порции. А, это на 2 Да. А, за 15 долларов на двоих, Да, то есть нам да, да. хватит. О, круто. В общем, то есть 10, 7, 15 долларов, да? Окей. А вот это что такое? Но это уже алкашка. полное меню. Нет, это уже полное меню, да, здесь все уже. И выпить, вот алкашка. Ага. А, Сколько стоит, давай вот пивасик, например, Например, вот такой, да. сколько стоит? Пиво. 3-5 долларов, вот так, да? Это да, бутылочка. да. Бутылка Окей. 0,5. Ну давай закажем. Can I order? Они ни хрена по-английски не понимают. Ну да, Окей, ты мне в будешь основном помогать. малдиш. Ага. Давай, я хочу говядину хорошую, самую нормальную, какая есть говядина. Биф. Ага. 소갈비요. 소고기요. 소고기 그러면 소고기는 없고요. 피그. 고기 피그. 돼지고기요? 오케이. А говядина нет, есть свинина. Только свинина, а баранина Да. есть? 양고기 있어요? 양고기 없고요. 돼지고기만. 돼지고기. только свинина. Что мы-то обзор снимаем, если я свинину не люблю? А курица есть хотя бы? Нет, только свинина. 닭고기도 없어요? 고기도. только свинина. 돼지고기 전문점이에요. 그래요? Это только, но здесь только свинина. Ты же сказал говядина. Но вот здесь написано сокальби, но его нет. 요거 네. 요거 드릴까요? 요건 있어요. Вот это. вот сокаль비요? 예. 그래요? вот это есть, говорит. Вот. А сколько порций? Не-не, для меня. Это для меня пока. For me. 한 명. 한 명. 네네네. 나머지는 Скажи, что они потом закажут. 잠시만요. У нас операторы на сухом пайке. Один я кушаю. Все нормально? 요건 2인분면 투. 네네네. 2명씩. Да пусть для двоих, я Да, жру вот. как для двоих. Окей, а это то есть для вот двоих.
А чай есть у них? Вот чай можешь заказать? Чая... Нет, чая нету. Почему? У них, знаете, как они воду дают просто. Они холодную воду дают. Ну, давай спросим, может, они могут чай мне сделать горячий? 혹시 녹차 있어요? 녹차 없어요. Нету. Нет, То чая есть нет. они на обед Да. воду... Они просто запивают пивасик. горячее блюдо холодной водой. Либо, могут соджу выпить, либо пиво. Но это холодное все. Все, понятно. Ладно. Договорились. И не спайси, не острое. Можно так сделать? 혹시 안 매운 거예요? 네, 안 매워요. Не острый будет. 예. 이거 하나만요? 이거는 2인분부터. Какой вкуснее? Какой вкуснее? 괜찮아요. 예. 나머지는 나머지는 조금 이따가요. 조금 있다가 네네. 같이 시켜요. 우리가 주문을 많이 가지고. 예, 알겠습니다. 네네네, 알겠습니다. Окей. 정해지면 불러요. 네네네, 알겠습니다. Молодые. Я правильно понял, что вот таких кафешки, они почти в каждом районе? Да. То есть это не то, что мы какой-то экстра пришли, это вот типично. И Да, еще, да. смотри, спецэффекты. Хренакс, Вытяжка. это вытяжка. Да, Это всё чтобы туда сразу пар, да? Мгм. Вот так вот уходил. Вот люди, которые сюда ходят, это что такое? Это у них на обед. В обеденное время. То есть это просто офисные работники. Да. У них прерыв, они просто пришли и сейчас вот сами себе мяско так пожарят. Да. И то не все могут это себе позволить. Да. Обычный рабочий человек, не может позволить себе прийти. есть это- Потому что если ты здесь работаешь в Корее, тебя кормят, и ты идешь, шиктан называется, как кафе, Да. вот специальное, где с человека берут 5000. 5000 вон. Это примерно $5. Да, это Ага. примерно. Это как, типа, корпоративные столовые такие, да? Да. То есть если там на стройке человек работает, то там Да, есть да, столовая, он за 5 Да. может покушать. То есть вы идете, сами себе набираете все, что вы хотите, сколько хотите, и кушаете. Это безлимитно. Так. Да. И то есть сам там, если вы на заводе работаете, завод оплачивает это все. Это как бесплатно сотрудник. Да. И что, там вкусно? Но мне не нравится, я до сих пор не могу привыкнуть. А что там, острая какая-то? Да, острое. В основном все острое. Все салаты острые, суп острый, если блюдо второе, тоже острое. То есть вот так, чтобы мяско там такого не бывает? Там, да? Нет. Окей. А ты, получается, где работаешь? Настройки. Ну, как строитель, получается, да? Да. Что ты Но у делаешь? нас тоже такие же кафешки. При стройке есть кафе, Ага. где тоже берешь, накладываешь, набираешь себе Ага. и кушаешь. Ну вот здесь вот, если на стройке работать, сколько примерно платят? 150 тысяч. Это примерно $1500. Нет, это в день 150 тысяч, это где-то около. наоборот, по $150. Да, в 150 день, долларов, Да? да. Окей, все, понял. То есть это на круг, на месяц? Ну да, от 130 Да. до 200. Вот так. Прикольно. Но при этом ты еще подрабатываешь, например, вот с нами ездишь Да, как да. водитель, еще какие-то там есть такие проекты. Доставки есть еще. Доставки еще что делаешь? А зачем ты все делаешь? Не хватает денег зарабатывать на... Дополнительный доход. Просто что Да, дополнительно? у меня просто есть время свободное, я дополнительно зарабатываю. А там не могут тебе дать дополнительных задач? Нет, есть определенные часы, когда ты работаешь. То есть нельзя больше? На заводе есть переработка сверхурочная. Можно, да? За нее платят. А получается, на стройке определенные часы, это с 7 до 4. С 7 утра до 4 ты работаешь, все. Понятно. Прикольно. А ты здесь сколько уже по времени находишься? 5 лет. 5 лет, да? А как получилось, что ты выбрал сюда переехать? Ну, из-за заработка. То есть, а ты откуда С изначально? Узбекистана. Узбекистан. Там недостаточно было денег, Да, работу совершенно тяжело верно. найти, а здесь как ты понял, что это, да? Да. Хорошо, расскажи, ты приехал, как ты нашел здесь первую работу? Ну, помогли мне знакомые. Ну, Я какие там устроился, связи, да, еще что-то? на завод, на мебельный завод устроился. А что там делал? Мебель. Собирал, в смысле? Или что, Не стругал? собирал. Покраска у нас была. Покраска деталей. Вот. Еще компания обещала мне, говорит, мы, говорит, будем платить за квартиру. И, естественно, мне дали самый маленький ван-рум, в котором у нас где-то через 3 месяца выросла плесень. Ван-рум, одна комната просто? Да, одна комната 3 на 3, но в Корее очень высокая влажность. Подожди, что такое 3 на 3? Прям 3 на 3? 3 на 3 метра. Чисто комната, небольшая ванная, иногда есть балкон. Ну и коридор там вообще 1 на 1 метр. Это типичное жилье. Ну вот здесь вот, наверное, таких зданий вы не увидите. Да. Тут современные апартаменты. В апартаментах, конечно, А так жить это лучше. распространено, да, что вот человек на 3 живет?
Очень распространено. Ну, как в Японии, в принципе. Проблема с местом. А вот апартаменты, вот такие большие красивые здания, ну, в России для нас это обычный дом, а в Корее считается шикарным. Да, премиальный там очень дорого, очень дорого. Аренда где-то $1000+ в месяц обходится. Плюс еще залог, смотрите, мы пытались снять, ну, я думаю, я программист, наверное, могу себе позволить хорошее жилье. Мы пошли с женой, ну, как-то... Вот видите, уже русский язык забывается. Офис, риэлторское агентство. Вот. Пришли и хотели снять. И они говорят, хорошо, залог $100 000. За то, что $1000 квартиру арендуешь? Да, за то, что ты арендуешь апарт, ты должен где-то 100 000 заплатить. На 100 месяцев вперед? Ну, возможно, на год. Они имели в виду на год. Ну, у нас немножко язык страдал, но в плане том, что залог очень большой, как стоимость квартиры, это правда. И еще плюс ты платишь аренду. То, что перерабатывал. Ну что, ну все перерабатывают. Что такого необычного? Ну, возможно, я сам себя поставил так, потому что, ну, все-таки у меня был первый опыт как программиста, я себя реализовать только смог здесь. И, в общем, я согласился, думаю, я покажу себя как хороший работник, и меня наградят. Но в Корее такого не работает. Ну, лично на моем опыте. Я опять-таки не говорю, может, у кого-то другие ощущения. В общем, они видят, что работник справляется с текущим заданием, они добавляют еще. Ты трудишься, справляешься, они добавляют еще, и еще, и еще, и еще. Возможно, мне требовало как бы сказать, все, хватит, либо поднимайте зарплату, либо я ухожу. И я так сделал на второй год. Я сказал, говорю, все, я больше не могу, ну, не могу все. Потому что жить в этом ванруме... Ситуация была такая, они же обещали оплачивать мою комнату. А они говорят, будем выплачивать вам определенную сумму. Я говорю, хорошо. Ну, после того, как мы с моей девушкой, в которой я приехал, мы уже поженились, они убрали доплату, и, соответственно, жилье мы уже оплачивали сами. Соответственно, это минус к зарплате. И после моих слов о том, что я ухожу, они решили сделать внезапную премию. Значит, пришла всем сотрудникам внезапная премия, но у них что-то не сошлось с налоговой отчетностью, и они ее такие, хоп, нет, говорят, знаете, извините, мы поспешили, давайте вот вы нам на 2 недели ее вернете, а мы вам после Нового года ее вернем обратно. А мы же с женой как бы закупились, типа, о, смотри, я успешный человек, позволил себе зарплату, да. И, в общем, пришлось тоже, опять же таки, последние деньги отдавать им. А в чем нюанс? Это здесь просто распространено, то есть такое отношение к людям или что? Нет, мне кажется, это чисто мой опыт. Возможно, нет, плюс-минус везде по-разному. Ну, я не скажу, что прям ко мне плохо относились. В принципе, мне поблажки были как и иностранцу, то есть не прощали то, что я не кланяюсь, то, что я иногда мне нужно в иммиграционную службу сходить. Подожди, тебе прощали, что ты не кланяешься? Что это значит? Ну, то, что я не следую корпоративной этике. Мой начальник сказал называть его Исанин. То есть это его должность executive директор, то есть исполнительный директор. Но я его называл просто мистер и называл имя. Он говорит, ну, так позволено. Ну, я как-то, ну, в России у нас не принято, и я как-то тоже думаю, не лезло, не смог себя заставить. Как ты договорился, чтобы не кланяться? Нет, я кланялся. То есть ты кланялся. Ну, а как-то, насколько сильно надо было кланяться? Вот к этому боссу можешь показать? Ну, вот так. Вот так. Ну, если это директор, то вообще вот так. Вот. Ну, я видел, как они кланятся своему главному начальнику. И ты тоже повторял? И он говорит... Вот? Да. А надо со звуковым эффектом это делать, нет? Вот? Нет. А если сделаешь со звуковым эффектом, скажешь, что это ты? Они могут оскорбиться. Да? То есть это, ну, надо соблюдать. Ну, корейцы, кстати, они не очень агрессивны, они не будут ничего говорить, они просто молча подумают про вас, а потом бац, и вас уволили. То есть здесь не разговаривают, да, нет вот этого диалога, так сказать, понимания двух сторон, просто не понравилось, шик и все. Не, ну, они будут деликатно подходить к этой форме, типа, ну, что-то у тебя не так, извините, простите. Более деликатно, но все-таки, да. Ну, то есть они грубить не будут, но уволят. Ну, у нас в России сразу, если что-то не нравится, в лицо сказал. Здесь такое не работает. Нет, здесь такого нет. Расскажи, пожалуйста, особенности работы здесь. Чего такого здесь необычного? К чему надо быть готовым? Корейцы, азиаты, они очень непростые ребята. Во-первых, они считают себя номер один. Вообще в мире в целом. Они там чуть ли не боги. То есть они всегда правы во всем. То есть сказать им что-то против, то есть, ну, они либо обидятся, либо на тебя накричат, как минимум. Могут что-то еще хуже сделать. Как правило, русскоговорящих ребят из СНГ они не трогают, потому что они знают, что могут, ну, либо получить, либо в ответ скажут им. А ребят, допустим, из Азии, там, какой-нибудь там, не знаю, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, они, как правило, вот, начинают их там пинать, так сказать, да, прессовать. Ну, могут, да. Физически? Физически могут, да. Есть разные, вот так, да, есть разные видео на Фейсбуке, где показывают такие вещи.
То есть, если вдруг ты не покажешь, что у тебя есть граница, то тебя прям могут даже избивать иногда. Ну так, не сильно, подпинывать, да, до синячков. Да, это все то же самое, как у нас. Если тебя наорали, ты промолчал, он понял, что можно тебя дальше так орать, будут орать. Будут. И, не гнобить, конечно, жестко, но будут вот так тебя использовать. То же самое и про работу. Если ты проявил инициативу какую-то, начал работать, такой думаешь, вот, я сейчас помогу, там, саджану, там, буду там как-то проявлять инициативу, там, здесь лучше сделать, здесь там еще как-то улучшить свою работу. Он такой подумал, красава, давай работай. За ту же самую зарплату. Он там тебе не повысит зарплату, лимит, не увеличит. Ты будешь так же работать, как все остальные. То есть именно вот к таким, назовем так, чернорабочим, да, к базовым профессиям отношение такое. Да. Если ты стараешься и проявляешь инициативу, то никто это не поощрит. Да. А может, вот звучит парадоксально, может, это просто у тебя такая ситуация была, нет? Это реально общее отношение с такое. ребятами же общаюсь, вижу, многие пишут, допустим, в чатах свои истории, прям пишут, показывают, то есть это все есть в открытом доступе, то есть там никто ничего не скрывает на самом деле. Это правда. Окей, давай сделаем максимальную практическую пользу. Давай представим, что кто-то, смотря это видео, допустит для себя такой сценарий, тоже приехать сюда, поработать. Куда вообще бежать, куда писать? Какой первый шаг? Заходим в Facebook, находим... Запрещенная организация. Продолжаем. Окей. Заходим в группу, напишем Корея работа, Южная Корея, и там просто пишем свой вопрос. И вам ребята ответят. Либо ВКонтакте. Окей, то есть в социальных сетях есть работа в Корее, просто находишь эти группы и так далее. А может быть, какой-то обман, не знаю, на деньги? Обман, конечно, всегда есть. А какие бывают здесь обманы, чтобы люди тебя могли обезопасить? Допустим, те же самые агенты. Они могут найти на том же сайте работу, созвониться с агентом другим, допустим, скажем, вас перепродать. Могут так сделать. Да. И они даже не знают, что там за работа, если там работа. С вас деньги взять, допустим, и вы не получите всю работу. Либо работа будет вообще не та зарплата будет. Но агентам вообще нужно платить? Это практика? Или это если практика, агент просит, то надо отказываться? Нет, иначе он вас не трудоустроит на работу. Все, понял. То есть агент зарабатывает на том, что он тебя находит, и надо за это заплатить? Да. Сколько надо заплатить агенту, чтобы он нашел тебе первую работу? 200 вон, 150, 170 долларов. Где-то до $200. Окей. Да. А как проверить агента, что это не шарлатан, опять-таки написать в Facebook. В группе где-нибудь. Подпишем. Да. И уточнить. То есть сейчас очень много пабликов, где именно люди пишут, где кто обманывает, кто не обманывает. То есть, в общем, смотреть отзывы, да? Да, нужно все перепроверять. Да, я так скажу, когда я приехал в 2019 году, информации было очень мало. То есть, допустим, сейчас я тоже завел свой YouTube-канал, показываю Корею, так сказать, со своей стороны, как я это вижу. Раньше это было очень мало, там 1-2 человека снимало, и также в сетях очень мало было информации. Сейчас информации очень много. Вы можете увидеть, узнать абсолютно все о Корее. Вот прям по полочкам, если, конечно, вам это надо. Если вам это не надо, вы там скажете, везде обманывают, никто ничего не хочет рассказывать. А так есть все в открытом доступе. Прикольно. Окей, хорошо. Какие еще есть риски, которые нужно учитывать? Что может произойти плохого, если человек сюда приедет? Во-первых, как я сказал, нам нужно все перепроверять заранее, когда вы еще не приехали сюда. Никому деньги не платить вперед. Только после того, когда вам что-то дали уже. Там, не знаю, заселили в квартиру, допустим, дали работу конкретно, уже работаете, получили зарплату. То есть, допустим, агенту платить только после первой зарплаты? Первой зарплаты обязательно. То есть, если он вам говорит, езжай в тот-то город, зайди на тот же завод какой-нибудь там, 3-й, 5-й, 10-й, и давай мне деньги сейчас. Нет, конечно. То так здесь с агентами так нельзя? Нет. Здесь очень много шарлатанов, которые обманывают. Вот, это очень важно. Очень много. И обманывают, как правило, естественно, своих же. Окей. Давай зафиксируем, да, что здесь, именно здесь, да, не во всех странах, не во всех деятельностях, но именно здесь ты рекомендуешь, что, и так работают здесь те же агенты, или там те, кто агенту квартиру сдает, что сначала ты уже прям получил первую зарплату даже, да. А первая зарплата в первый день, это рабочий? Нет. Смотря какая работа. Как правило, это завод. Они, как правило, отправляют на заводы. Это первый месяц, либо 10 дней нужно отработать. У всех по-разному. Понял. Окей. То есть, грубо говоря, когда ты заработал уже сумму, с которой ты можешь полностью заплатить агенту. Условно, первых 1000 заработал, с нее 200 отдал агенту и так далее. Прикольно.
Но при этом тоже агента не надо обманывать, да, это там хоть твоя репутация, потом агент тебя сможет еще куда-то. Конечно, может быть, агент хороший человек. Не все же плохие. Может быть, он хороший, он тебе поможет в чем-то другом. Окей. Хорошо. Какие еще есть риски? Риски какие еще есть? Как понять, что сама работа будет хорошая, что там начальник Нужно нормальный? прийти на работу. Как правило, очень много русскоговорящих ребят работают уже непосредственно там. Сразу у них спросить, что за работа, какое начальство, выплачивают ли вовремя, есть ли задержки, там, простой, там. То есть все расспросить, осмотреться, если вам что-то не устраивает, просто собрать вещи и уехать. Это не проблема. То есть на месте уже имеется? Да, сразу. Приехал, сразу найти не тех, кто тянуть уже там резину. работает, сразу быстренько пройтись по тем, кто уже здесь работает, и сказать, ты на этом заводе, или там ты на этой фабрике, или ты на этой, там, все на ферме, да, как ты работал. И, значит, уточнить. Да, непосредственно, да, просто подходим к ребятам и спрашиваем. То есть не надо стесняться, там, бояться и еще что-то. То есть все ребята нормальные, такие же простые, как и ты. Они приехали зарабатывать деньги. Кайф. Все подскажут, все как бы нормально. Хорошо. Но, а есть вообще варианты еще больше зарабатывать? Ну, на 10 тысяч долларов можно? Вариант есть, конечно. Нужно учить язык. В первую очередь учить язык. Корейский, хотя бы базовый, просто разговорный. Я не говорю там какой-то супер-пупер, там, знать алфавит идеально. Нет, просто обычный разговорный язык, чтобы ты понимал начальство, что он от тебя требует, и чтобы ты ему кому ответить. А без языка можно же тоже работу найти? Да вот я работаю без языка. Но я знаю какие-то базовые, знаешь, там, привет, пока, там, знаю, там, как инструменты звучат, да, называется, там... Не знаю, 50 слов, условно говоря, знаю, да? Грубо говоря, да, и все, то есть... 50 слов можно выучить, пока в самолет летишь. Он алфавит на самом деле несложный, корейский. То есть, если есть желание, если только едешь, то да. Я здесь уже давно, я сюда приехал на полгода, чтобы вы понимали, на полгода. И у меня не было цели там оставаться, учить язык, еще что-то. То есть таких глобальных историй не было. Ну, когда ты приехал, ты вообще 0 слов знал? Вообще 0. И сколько так ты, не зная слов, работал? Ну, довольно долго. Да? Смотри, какая история. Здесь очень много мест, где работают наши ребята. В чем еще минус того, если ты попадаешь туда, где наших много? В чем минус большой? Ты не учишь язык. Потому что зачем учить язык, если ты подойдешь к Васе, Вась, что он сказал? Да вон тот сказал, иди бери, делай это. О, окей, ладно. А так вокруг одни корейцы, ты такой понимаешь, блин, надо учить язык, я же не понимаю. И вокруг все говорят на корейском. На русском, допустим, никто не говорит. И ты уже начинаешь запоминать, уже сам там заучивать, и все, уже выучил практически корейский. Вот лучше идти туда, где наших мало. Вот, ну, в идеале вообще. Okay. Сейчас нас смотрит, например, там, твой земляк из Узбекистана, и тоже хочет там приехать работать здесь найти. И сложно сделать? Язык, например, корейский человек не знает. Если он этнический кореец, он без проблем получит визу и приедет. А если нет? Нет, не сможет. Почему? Не дают визу, потому что... Рабочую не всем, визу не да, дают? рабочую визу дают только этническим корейцам. Подожди, я должен подтвердить, что у меня есть корейские корни, чтобы, в принципе, здесь устроиться даже вот на фабрику, там, на стройку. Все верно. То есть здесь вот нет, как гастарбайтер, как называется. Да. Такого здесь вообще не бывает. Многие приезжают сюда как туристы и остаются. Почему? Потому что видят, что здесь жизнь Да, лучше. да, чтобы работать Прикольно. в дальнейшем. А ты мне вот рассказывал еще, сколько здесь примерно средняя стоимость жизни получается? Вот сколько надо денег, чтобы в месяц жить там более-менее? Ну, на одного человека, если он живет один, без семьи, в среднем будет уходить где-то 800 тысяч до миллиона, вот так. Это, это типа 800 долларов – 1000 долларов. Да, это квартира, питание, комуслуги, там, транспорт. Но вот на эту 1000 долларов, это ты прям бедненько живешь? Или можно в такие кафе уже ходить? В кафе можно сходить. Можно сходить? Да, не каждый день, но можно. Окей. А при этом средний заработок какой? 2,5-3 миллиона. То есть где-то 2500-3 тысячи долларов. Ну так, если Да. Я вот это, меня, кстати, удивил больше всего, потому что, получается, здесь очень хорошая разница доходов и стоимости жизни. Да. То есть, может быть, она дороже, чем в каких-то странах, например, чем в Узбекистане. Но она соответствует. Но при этом
не то что соответствуют, тут доход выше. То есть страны, где и доход выше, но там и расход кардинально выше, а здесь разница. То есть ты, в принципе, там 2-3 тысячи долларов зарабатываешь, даже там простой работы на 1000, там 1500 вообще ты можешь хорошо жить, на все хватать будет. Нормально все. Прикольно. А как вот здесь вот ощущение, наплыв туристов, вот таких мигрантов, он большой здесь? Много кто сюда приезжает? Да, много, очень много. А из каких в основном стран? Ну, это в основном Россия, Казахстан. Но надо вот каждый раз доказывать, что ты этнический кореец. Не, если брать этнических корейцев, да, то с Узбекистана тоже будет. А как туристы заезжают с России, с Казахстана, то есть туристическую визу для страны Узбекистан, да. Просто именно погулять, там что-то посмотреть тогда. Прикольно. Но ты, вот твой выбор какой? Ты хочешь здесь всю жизнь жить дальше? Ну да, в дальнейшем, да. Почему? Ну, мне если нравится. Ну, почему? Что нравится? Я могу здесь заработать. Потому что здесь можешь заработать, потому что есть возможности, да, и так далее. Перспектив больше. Окей. Например, не знаю, там налоги здесь какие-то там большие, маленькие, как вот здесь все устроено? Ну, я бы не сказал, что налоги большие. Ну, сколько надо платить, если ты как работник? Или ты не знаешь, что все компания платит? Это компания. То есть тебя, вот деньги, которые ты говоришь, это уже чистые твои? Да. Потому что они снимают налоги, и уже вот с твоей зарплаты снимают налоги за страховку, медицинскую страховку, они все учитывают, и уже ты получаешь там 2,5 миллиона, допустим. Расскажи, какой у тебя был самый необычный случай, вот как работая здесь, там, на стройке или еще где-то, что там случилось такого, и веселого, необычного, удивительного или шокирующего, что ты мог бы рассказать? Сейчас прям так не вспомню. Ну ты что-то в машине, я помню, мне рассказывал. Что-то там со стройкой здания, что-то всех уволили. Ну да, то, что... Я вспомнил, я у тебя спросил, я тебе говорю, сейчас перейдем. И здесь вообще вот воруют, например, на стройке, там, кирпичи, бабки, или здесь все по чесноку все делают? Как вот тут устроено это? Ну, в основном они стараются делать все честно, они потому что боятся. Вот. Здесь закон строгий, да? Есть такие моменты, не без этого. Вот. Есть моменты, где делают. Вот. Что у тебя вот за случай был, расскажи. На строительной компании пришел новый руководитель, и то есть он узнает, что вот здесь некие кражи происходят. Он берет абсолютно всех, увольняет и набирает новый штат, новую команду. Вплоть до вот простого рабочего, как тебя? Да. И тебя, получается, оттуда просто уволили, потому что всех увольняли, просто, потому что ты воровал? Да, работаю. Потерял работу, скажем так. Но для тебя это болезненно? То есть тебе сложно потом найти новую? Нет. То есть тебе, в принципе, спокойно? Да. То есть ты понимаешь, что... Это только потому, что один объект. Вот, а их несколько. Я работаю на стройке, у нас несколько объектов, куда я езжу. Например, мне сегодня вот в Сеул я поехал, поработал. Завтра там в Ансан поехал, поработал. То есть по городам езжу. Прикольно. То есть ты вообще живешь, понимаешь, что у тебя работа есть всегда. Да. Всегда есть востребованность. Да. Почему? Ты какой-то суперспециалист? Ты что-то умеешь делать там уникальное? Уникального нет, ну просто по стройке работу знаю, да. Типа всегда есть. Да. И ты, вот на стройке, ты, как это называется, должность? Вот что ты делаешь? Простой рабочий. Типа рабочий. Да. То есть это что такое там приносишь что-то, уносишь, там, красишь, да? Разборка, в основном разборка. И на это можно зарабатывать там 2-2,5 тысячи баксов? Нет. То есть мне платят ежедневно. Я получаю, от 130 до 150 баксов. До 200, да. Я получаю 180. Ты 180 получаешь? Почему? В день. Потому что ты крутой работник? Стаж, умения, да. То есть... Здесь стаж влияет на доход, даже если ты делаешь, в принципе, точно так же, как и те, кто меньше. Если, допустим, тебя наняли, и они видят, что ты знаешь работу, что ты умеешь, что тебе ничего не надо говорить, и, соответственно, они уже платят другую сумму. Если ты пришел как новенький, без опыта, без ничего, то есть не знаешь, что делать, весь процесс работы, ты не понимаешь вообще, что происходит, то тебе, пожалуйста, твои, 130 тысяч. Прикольно. А тебе нужно вот так вот кланяться перед боссом своим? Ну, вообще, да. Ну, как бы, у них это принято. Ты кланяешься? Ну, я здороваюсь, да. Да? То есть это типа... Ну, вот ты вот чуть-чуть улыбаешься, то есть тебе это не очень близко, да? Ну, это немножко смешно звучит, да. Ну, я просто прям так не здороваюсь, как вы показали. Чуть-чуть там, вот так, немножко, да? Да, просто. Может, головой кивну. Но мне сказали, что если босс крутой, то надо сильнее кланяться. Да.
Совершенно да? верно. Да. А у тебя было такое, что ты прямо с большим боссом встретился, и надо было прям конкретно? Нет, я обычно просто... вот- Чуть-чуть, да? Да, И чуть-чуть. все нормально. А в ответку не можешь там, типа, хрена, то есть- леща, раз тебе... Они понимают, что ты иностранец, и они как скидку бы... тебе дают. Да. Е-е-е. Окей. Понимают, что ты иностранец? Да, скидку дают. и как бы они, не придираются к этому. Что он сказал сейчас? Вы еще готовы сделать заказ? Вы готовы сделать заказ? все, правильно. Ну, в общем, 2,5 года отработал, ушел. Решил подработать на стройке. Тоже, опять-таки, долго не получилось работать. Где-то на второй неделе я сломал себе палец. Работал я на одной из строек. И, в общем, произошло вот это... Блин, извините, сейчас запоролся. Да ничего, рассказывай. В общем, сломал я палец. В тот же самый день я сначала не понял, что произошло. Я думаю, палец не сгибается, может, от мороза замерз. Показываю начальнику. Опять же таки, я со своих слов, я не скажу, что все начальники плохие, правильно? Да. Я просто рассказываю свой опыт. Я ему показываю, говорю, вот, смотрите, палец не сгибается. Он что-то посмотрел, и говорит, говорит, ладно, говорит. Я говорю, в смысле, ладно, а можно меня в больницу отвезти? Они говорят, нет, в больницу никто не повезет. Мы еще работали на объекте, который был глубоко-глубоко в каких-то горах. Соответственно, туда-сюда ездить, не знаю, наверное, было невыгодно. В общем, взяли они мне заморозку, попшикали и говорят, все. Мои коллеги сказали, говорит, лучше доработай. Потому что, говорит, в Корее, типа, могут не заплатить, если не доработаешь. Я говорю, ладно, в общем, продолжил с одной рукой работать. После работы вечером я позвонил начальнику, говорю, здравствуйте, я сейчас пойду к врачу. У меня вот то-то случилось. Он говорит, хорошо, иди. Пошел я в госпиталь, они, значит, мне сделали рентген, МРТ, и говорят сразу, у тебя, говорит, расщепилась последняя фаланга, тебе нужно срочно делать операцию. Я говорю, хорошо, звоню начальнику, говорю, здравствуйте, вот такое-то, такое-то. Я уже тогда чуть-чуть освоился на корейском языке. У меня еще есть переводчики, пришлось нанять. Они уже ему сказали, что вот ваш сотрудник пострадал. И он тут же прилетает, начинает кричать, типа, как, что такое? Говорит, ты пришел не в правильный госпиталь, идем со мной. Раз, забирает меня и ведет в свой локальный госпиталь. То есть у них есть офис трудоустройства, и у них, видимо, есть больничка, которая с ними сотрудничает. Привозят они меня, и врач осматривает, говорит, в принципе, говорит, оно, в принципе, может само прирасти. Просто, говорит, замотай, и все. Я сразу вспомнил чудеса китайской медицины, наверное, думаю, в Корее то же самое, да. Волшебным образом просто замотал, травку приложил, и все. В общем, неделю я ходил вот так вот с пальцем разбитым. Улучшения не было, только хуже становилось. Он мне уже начал чернеть. Это был трэш. И жена говорит, ты чего, говорит, иди, говорит, в больницу нормально сделай за свой счет. Пошел я в больницу снова, в первую. Решил оформить как страховой случай, как травму на производстве. В Корее, кстати, очень хорошо работает система. Если человек даже нелегально, легально, без разницы, если он получил травму, то это серьезно. Все. Будет оформляться специальная процедура, скажем так, снятие показаний и выплата компенсации, страховки и пособия. Даже если нелегальный человек. Очень, да. И, в общем, когда я начал оформлять заявление, тут же сразу прибежал начальник, говорит, стоп. Говорит, у меня к тебе, говорит, встречное предложение. Забрал меня в офис и говорит, мы тебе, говорит, выплатим вот определенную сумму, и мы вот про это забудем. Я, опять же таки, это не означает, что это плохо. Бывают такие ситуации, что травма незначительная, и проще получить эту компенсацию, скажем, в районе условных $5000, чем платить на лечение, плюс так далее. И в итоге у тебя останется, где-то, очень мало. Так, и что? И ты что решил, когда он тебе сказал, держи денежки? Я сначала обрадовался, думал, супер. Я первый раз в жизни что-то сломал, скажу. Я не знал, что в итоге это будет забрать 6 месяцев. Но мы все-таки решили делать все официально. Тогда он на меня вот так выругался, сказал, махнул рукой и говорит, все. Говорит. И мне переводчик переводит, говорит, он от вас отказался. То есть он отказался от выплачивания мне компенсации, и он пустил меня через службу охраны труда. Не знаю опять, как это локализировать. Но в итоге все-таки страховая тебя оплатила? Да, в итоге я прошел лечение где-то 6 месяцев, мне сделали операцию, и выплатили мне пособие плюс компенсации. И еще у меня, кстати, до сих пор палец до конца не сгибается, и поэтому мне доплатили еще сверху, типа как травма на производстве. Обалдеть. Но все эти деньги, они в итоге с компании списывались, получается, да? Да, с компании. Хотя я проработал там всего 2 недели, конечно, сожалею, что так получилось, но бывает. И тебя уволили? Нет, я сам ушел и больше не возвращался. Понял, что там не очень прикольно. Они не увольняют, на самом деле они могут и пригласить, если сотрудник хорошо работал. Они все оплатят, говорят, иди обратно. Вот у меня также с другом было, он себе мизинец, правда, сломал. Но его начальник
выплатил, так сказать, компенсацию и обратно звал работать. То есть, в общем, здесь выгодно что-нибудь сломать, удариться и так далее, да? Ну, я бы не рекомендовал бы все так делать. Окей. Давай там для финала там 3 плюса, 3 минуса Кореи. Плюс — это большая безопасность. Вот я оставил свой мотоцикл, по-моему, даже ключи забыл, каску. Меня никто ее не сопрет, я вернусь, все в таком же состоянии будет. А второй плюс — это, наверное, погода, потому что я, не очень люблю зиму, к сожалению. Тут, то не жарко, надо сказать. тут холоднее, чем, на самом деле, в Москве будет порой. Но зато весна уже, как видите, уже наступает. Да. А третий плюс, наверное, это ощущение, наверное, свободы. То есть как-то я вот на мотике уже много где побывал, поездил. И, скажем так, путешествовать очень, очень здесь удобно, потому что на каждом шагу есть Пенеджон, это круглосуточный магазин, в котором ты можешь купить еды и отогреться, если тебе нужно. Прикольно, везде все. А минусы какие? Очень сложно без знания языка. Это будет просто диалог на уровне жестов, но корейцы такого не понимают. Да. Они иногда могут просто забить, проигнорировать, тебя не услышать. Вот. Это первое. Что еще? Второй минус, наверное, это все-таки пыль. Вы, кстати, приехали в очень удачный сезон. Сейчас нет пыли. Обычно из Китая приносят вот эту пыль желтую, она везде оседает, все люди здесь в масках ходят. То есть вы обратили внимание, это не из-за коронавируса, они и до этого ходили в масках, потому что дышать здесь этой пыльцой очень опасно. Обалдеть. Вот. Еще что третье? Лично для меня это то, что мотоциклисты пока здесь не считаются... За людей. За людей, и они еще не открыли магистраль. То есть на магистралях ездить быстро с ветром нельзя. Приходится городками мелкими перебираться. Кайф. Классно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Круто. Ура. Сколько надо с собой минимум иметь денег на старт? Да, там все равно нужно как-то квартиру арендовать, визу как-то получить, билет. Вот какой такой минимальный пакет, и на что он, из чего он должен состоять, чтобы такая возможность была? Допустим, я на своем примере скажу, я приехал, у меня было где-то $3000. $3000, да? Это, в принципе, достаточная сумма. С запасом. Да, то есть вы не забывайте, что сейчас билет на самолет стоит больших денег. Когда я сюда летел, он стоил, грубо говоря, копейки, да, сейчас он стоит больших денег. То есть основной расход — билет, да? Билет. Окей, если вот это отодвинули, да, билет, понятно, он может... Завтра могут вообще закрыть все перелеты. Допустим, вот билет вы там как-то купили, доехали. Дальше, вот чтобы здесь, но все равно там какие-то первые дни, как-то кушать, где-то переночевать. Как я уже говорил, квартира стоит 300 тысяч. Это, как правило, везде по Корее. Она одинаковая. $300. На первый месяц лучше иметь денег на аренду, да? Да, плюс позже тоже 300, 600. Что такое? Внести сумму за квартиру, да. Все, Она, как правило, дается на год. Да, год. Окей. 600. Плюс покушать. Все кушают по-разному. Кто-то много, кто-то меньше. Да. Не знаю. Например, на месяц сколько одному может хватить денег, чтобы покушать? Пусть будет 200. Еще $200. 200 да? баксов. Угу. Плюс дорожные какие-то расходы. Там автобус, метро. Передвигаться по городу же нужно как-то. Да, еще 200 хватит. Да, плюс будет еще 200. Это уже 1000, да? 1000, да. Плюс какие-то непредвиденные расходы. То есть они бывают разные. Это все нужно? Виза, видите, какая интересная штука. У кого-то есть история, кто-то делает сам. И там трат, по сути, нет никаких. Кто-то делал через агентство. Тогда там суммы большие, там где-то $2000. Чтобы агентство сделали. Да. Но при этом самому тоже можно все получить. Самому все можно, нужно разбираться, читать. В общем, если там $3000 с небольшим запасиком, это должно хватить на то, чтобы сюда, то есть не считать билет, да, чтобы уже так более-менее себя здесь чувствовать первое время, успеть найти какую-то работу, учитывая, что здесь, я так понял, есть кто ежедневно даже платит зарплату, да? Или раз в 10 дней, или там через месяц. Если ты именно такую нашел, то, в общем, можно реализоваться. Прикольно. На самом деле, не то, что я думаю, это самый лучший сценарий в жизни, да, наверное, есть и другие, но если у вас сейчас других нету, то этот кажется точно не самым плохим. Неплохой, да. Страна хорошая, прекрасная. Да, что здесь много есть своих плюсов. Прикольно. Хорошо. У тебя твое ощущение, сколько ты здесь еще будешь? Я надеюсь, летом уже уеду. А куда ты хочешь? Вообще мои планы — это в Америку. Сами видите, ситуация такая непонятная. Может быть, на Филиппины. Почему Америка? Америка почему? Давняя мечта. Просто такое, знаешь, как кино все смотрели? Да, мы же все воспитаны на американских фильмах, сказках. Плюс у меня там друзья.
Ну, она мне просто как-то по душе, не знаю, эта страна. Кажется, что там будет хорошо. Ну, ты еще там не был. Я не уверен, что мне там будет хорошо, но она мне нравится. Окей. Ну, как в любой стране, разные мнения есть, кому-то нравится, кому-то не Конечно. нравится, так же, как Корея. Окей. А ты знаешь людей, которые сюда приехали, вот так же им не понравилось? Конечно. Это кто и почему? Ну, то есть, что они делали и почему им не понравилось? А то мы так рассказываем, как все прекрасно. Нет, конечно, не так все прекрасно. Но здесь, во-первых, работа очень тяжелая, нужно про это не забывать. Физически сложно. Вы одни, друзей, родственников нету. Постоянно депрессия. Не понимаешь, что происходит, зачем я здесь нахожусь. То есть вот это все валом вот так, все больше, 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 Да, больше, кстати, больше. тоже важно, что это физически тяжелая работа, да? Очень то есть это тяжело. там кирпичи таскать, там еще что-то. Да. То есть ты должен быть физически тоже к этому Крепкие, готов. да, обязательно. Ну, а с другой стороны, это тоже, ну, негативные последствия для здоровья. Конечно. Когда ты постоянно носишь тяжелые вещи, там. Здесь еще климат, воздух, он грязный, потому что из Китая заводы, вот это все сюда идет. Здесь даже приложение, которое показывает, когда есть выбросы, когда лучше не выходить на улицу. Поэтому они носят маски. Они носят... не выходить на улицу Да. даже. Они носят маски не потому, что корона, а потому что здесь пыль. Пыль, такая мелкая-мелкая пыль. Поэтому они носят. Ну, а, собственно говоря, про людей, которые, собственно, ну, здесь не выдерживают, это, ну, физически слабые, морально слабые люди, которые постоянно хотят домой, постоянно тянут домой. Ну, они думают, что будет легко и просто, они приехали, такие, вау, а здесь нелегко и просто. Но все равно что-то надо делать. А что нелегко? Ну, для меня все легко. Есть люди, для кого... Для них что нелегко? Ну, не знаю, работа, допустим, сложно. Допустим, кто-то на них накричал на работе, Саджан. И они такие там, ну, не заплакали, но обиделись. Ранимые люди, то есть, я не знаю, то есть, и все. Нет, чтобы поговорить с ним. Идем, выйдем, дядя. А что, корейцы много кричат? Они вообще очень громкие. Очень громкие. Допустим, есть корейцы, которые в офисе работают, это один человек. А есть, которые вот на заводе, это другой человек. Они вот, ну, дяденьки, которые, вот, допустим, из деревень, грубо говоря, да, такие, идем, Вася. Могут покричать, да, могут громко с тобой говорить, могут там, Они кричат, потому что они хотят, как бы, ну, тебя там надавить на тебя? Нет. Или Дело ты в том, просто что их ты, модель? во-первых, не понимаешь язык. Ты его не понимаешь. И он начинает это бесить. Он говорит, принеси мне молоток. Ты такой стоишь, что тебе надо? Он говорит, молоток принеси мне. И он начинает, ну, он, конечно, закипает кровь. Ну, я думаю, у любого закипит кровь, когда ты ему объясняешь, а он не понимает тебя. И начинает кричать, естественно. Это как наша Раша, да, было? Который... Начальника. Все нормально, да, только здесь ты как бы становишься этим начальником, а не ругайся, а только на корейском. Да. Ну, если ты как-то более-менее понимаешь суть работы в целом, тебе даже не надо знать язык. Ты вот видишь, вот кирпич, вот цемент, надо замесить, надо разложить, все понятно. А кому-то надо вот прям донести, надо вот прям показать, вот здесь сделай это, иначе он будет орать. Потому что нужно сейчас это сделать, чтобы потом у него уже это было. Ну, до многих людей нужно доносить какие-то простые, понятные вещи. Ну, то есть эмоционально слабенькие, физически слабенькие люди, Да. им будет тяжеловато, потому что, ну, надо и физически таскать, и если что-то будет какая-то неопределенность, да, язык ты не понимаешь, надо быстро там как-то адаптироваться, быстро учить слова, быстро понимать, быстро разговаривать, да. Нужно очень быстро работать, потому что корейцы очень быстрые. Да. Они прям все делают очень быстро. То есть, если ты такой медленный, то это тебе проблем будет. Да, то есть не надо там сидеть по полчаса, там отдыхать. То есть сделал, пошел, отработал, дальше. Вот так вот. А сколько часов работы надо? Ну, как правило, с 8 до 5. С 8 до 5. Ну, плюс есть чам. Чам — это, ну, а-ля перекур. Как правило, 2 раза в день. Там в 10, допустим, и в 3. Ну, и обед, конечно же. Кстати, здесь, в Корее, очень уникально тем, что за обед тебе не нужно платить. Тебя здесь кормят. То есть в России, допустим, как правило, нужно все самому платить, покупать. А здесь за тебя платит начальство. Ты приезжаешь в Шиктан, ну, типа а-ля ресторан, и там тебя кормят. А насколько это вкусные, да? По-разному. Ну, я уже лично привык. Ну, она своеобразная, корейская еда, она очень острая. Кто-то не любит острое. Ну, допустим, я люблю острое. Ну, своеобразно, надо к ней привыкнуть. То есть, если ты еще острую еду не любишь, то, в принципе, Будет проблемка тяжко. будет у тебя, да? Но я первое время сам готовил дома, когда был. Я сам себе готовил. И на обед приносил. Да, Все то нормально, есть тоже можно. Привыкаешь, адаптируешься. Окей. А вот здесь еще мне все говорят, что перерабатываешь постоянно, что надо сверхурочно, еще за это не всегда платят. Это правда? То, что не платят, ну,
всякие саджаны, начальство разное, бывает и обманывают, да. Но переработка есть, и за нее, как правило, платят хорошо. Допустим, за 1 час 20 тысяч вон. Ну, там, не знаю, сколько, 15 долларов. Вот. Такое есть. Вот у меня лично, мое начальство, оно такое хитрое, скажем. И, допустим, если за работу заплатили больше, они могут это не сказать. Они себе в карман положат, а тебе дадут особую там, определенную сумму денег, которые тебе давали до этого. Вот. Если ты это не узнал у ребят, с кем работал, поэтому нужно всегда работать. Работать, во-первых, с теми, кому ты доверяешь, с саджанами, имею в виду, начальством. А во-вторых, когда ты приезжаешь на объект, нужно у ребят спрашивать, сколько стоит та или иная работа. Потому что могут обмануть легко и просто. Скажи, пожалуйста, последняя. Самая необычная история, которая с тобой случилась в Корее? Самая необычная история. Надо подумать. Самая необычная история. Что тебя больше всего удивило, поразило, шокировало, расстроило, порадовало за все время? Сколько ты здесь? Что тебя ты такой, вау, ни хрена себе. Ну, здесь люди, на самом деле, добрые. Ну, такие искренние, что ли. То есть ты можешь в метро подойти, спросить, они тебе... Вот у меня таких случаев было несколько. Я подхожу, спрашиваю, как попасть на ту станцию? Он меня берет за руку, со мной садится, довозит, потом сам пересаживается в другой поезд и едет уже к себе домой. То есть он со мной доехал, у меня ничего не спросил, мне там деньги и прочее. То есть просто вот такие искренние, добрые люди. То есть, ну, такой доброты я как бы, ну, нигде не встречал на самом деле. Обалдеть. А все остальное, ну, в принципе, бытовые какие-то вещи, везде стандартные. Ну, то, что везде туалеты, все чисто и красиво, это... Да, это кстати, тоже мусора упало. нет вообще? Они как-то вот... Мусора видимо, нет, убираются? туалеты везде. Вот, пожалуйста, здесь туалет бесплатно. То есть они везде есть. Просто страна в этом плане вообще уникальна. Продвинут. Да, очень классно. Круто. Спасибо тебе большое. Давай пятерочку. Вам спасибо. Кайф. Еда приехала. Так, смотрите. Здесь все время приносят какие-то закуски. Мы еще это не пробовали. Вот это. Это похоже на водоросли. Ну, они... Как вам так объяснить? Безвкусная резина. Понимаешь? А? Ничего. Значит, это нам принесли суп. Это на 4 порция. Ну, видимо, сейчас как-то все это готовиться будет. Вот это для костей. А вот сейчас смотрим. Есть что? Здесь вот так они тарелочки сложили. А вот уже можно его пить? Или нет? Да. А, это не так надо. Это вот. Это вот, да? А что такая тарелка маленькая? А это уже все готово, уже можно брать? Да, да. Перемешивать надо, нет? Перемешать надо будет. Она должна повариться. Грибы еще свежие. А, грибы еще не сырые, да? Ну, а как ты перемешать? Тут не перемешаешь особо. Пахнет хорошо, кстати. Пахнет так, что супчик наваристый. Подожди, а мясо-то тут где тут? Одни кости. Так, короче, повар из меня так себе будет, ребята. Все нормально я сделал? Все правильно? Так. Все. А уже можно вот есть это, в принципе, да? Так. Ой. Так, ну-ка, вот бульончик. А он не острый, да, ты говоришь? Не острый. Вот прям наваливать вот так, да? Палочки. Смотрите, у них это металлические палочки. Бульон выглядит очень странно. Ну, давайте. Ой, он сладкий. Они с сахаром, да, делают? Суп с сахаром. Ну, у них в основном, да, все сладко-острое. Ага. Так, и крабовые палочки, пожаренные в яйце. Вы когда-нибудь видели такое? Еще холодное. Ладно. Хотя бы это, кстати, вкусно, кстати. Это реально вкусно. Крабовые палочки в яйце пожарил, и нормально. Десерт. Да? Ага. А вот это острое? Нет. А вот это прям коровье чувство. Ага. Улыбается. Не. Это тоже, говорит, не острое. А this one? Это острое. Понятно. А не острое есть кимчи?
Ну, 얘는 안 매워. 얘만 매워. 다른 건 안 매워. 저기 김치 안 매운 거 없어요? 김치 안 매운 거 없어. 고추가 하나 안 들어가면 네. 김치가 아니야. Нет, 김치 нету. Не Понятно. Они не острые не делают. понятно. 네. Ладно, хорошо, все. Спасибо.